Селям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И мы работаем в рамках марафона «Сейф АТР. Голос Крыму». Майя Буты в эфире. Следующие 3 часа в этой студии с нашими гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Традиционно подключаем в начале нашего эфира Романа Спиридонова прямо из Ньюзрума, нашего журналиста, который готов рассказать об основных новостях, которые готовят вечерние выпуски новостей, то есть «Заман». Ром, приветствую, мы слушаем тебя. Приветствую, Гульсум, приветствую всех наших зрителей. Сегодня в выпусках «Заман» вы узнаете о таких темах. Президент Украины Владимир Зеленский на админгранице с оккупированным Крымом. Там он проводит совещание по ситуации безопасности на админгранице с временно оккупированным полуостровом. Он уже встретился с военными, которые служат на передовой. Зеленский осмотрел блиндаж и окопы и пообщался с бойцами. В Кремле одобрили инициативу Владимира Зеленского встретиться с Путиным. При этом там заявили, готовы обсуждать двусторонние отношения, но не ситуацию на Донбассе. Ранее Путин заявил, что если Зеленский хочет встречи, то тот ждет его в Москве. А вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главное содержание разговора, а не место, и дал поручение главе своего офиса Ермаку готовить эту встречу. Российский консул в Одессе стал персоной нон-грата и должен покинуть Украину. В Министерстве иностранных дел нашей страны заявили, что это ответный шаг на выдворение из России сотрудника украинского посольства в Москве. В украинском дипломатическом ведомстве расценили это как продолжение антиукраинской кампании и очередное проявление недружественных действий. Нехватка воды в оккупированном Крыму связана с милитаризацией полуострова. Об этом заявил замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко. Еще одна причина водного дефицита – это завоз огромного количества россиян на полуостров. При этом отметили в министерстве, несмотря на заявления некоторых политиков о том, что можно восстановить подачу днепровской воды в оккупированный полуостров, делать этого власть не собирается. Оккупированная Алупка осталась без детского сада. Фактически он закрыт еще с прошлого лета. Оккупанты заявили, что здание аварийное, но по данным экспертизы, которую сделали родители, может работать еще 10 лет. Однако родители заставляют отводить детей в детские сады в соседних поселках. Там жалуются родители на то, что за детьми никто не смотрит и группы переполнены, ими никто не занимается. Оккупационные чиновники на жалобы родителей внимания не обращают, и люди уверены, что кто-то уже просто облюбовал южнобережный участок, и вместо детского сада здесь скоро вырастет очередной небоскреб. А в оккупированном Симферополе вышли из строя сразу 59 лифтов. Неизвестные украли пружины, которые отвечали за безопасность движения. Быстро починить их не получится. В оккупированном Крыму таких пружин нет. Их с трудом нашли в российской Казани. Что это, диверсия или кража, теперь будут выяснять оккупационные полицейские. Еще расскажем о политических делах, сфабрикованным делам против крымских татар, о ситуации в зоне ООС и с заболеваемостью коронавирусом на полуострове. Вот такие новости и не только будут сегодня в наших выпусках. Традиционно уже в 19:00 на украинском языке и в 21:00 на крымско-татарском. Гульсум. Чоксагул Роман. Это был наш журналист Роман Спиридонов. Прямо из Ньюзрума. Не пропустите вечерние выпуски новостей на украинском и крымско-татарском языках. Но мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Подписывайтесь на YouTube-канал телеканала АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем все наши программы в записи. Подписывайтесь на сайт телеканала АТР, atr.ua. Сегодня ваша подписка поможет нам продолжить нашу работу на нашем информационном фронте, так как финансовые сложности с разблокированием финансового бюджета, с финансовой помощью телеканалу АТР все еще не решены. Но я перехожу к обсуждению вышеупомянутых новостей Романом и не только. К нашему эфиру присоединяется Богдан Устеменко, директор Інституту морського права і безпеки, експерт Центру оборонних стратегій, юрист-міжнародник. Пане Богдане, вітаю вас, салям алейкум.
Доброго дня. Доброго дня. Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Херсонскую область. В Херсоне он проводит совещание по ситуации у границ Украины. Об этом сообщают в офисе президента. Предлагаю вместе послушать их цитату. В Херсоні президент проведе нараду щодо безпекової ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримським півостровом у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Одеській та Миколаївській областях. Президент Зеленский уже посетил передовые позиции военнослужащих на административной границе с оккупированным Крымом. Он осмотрел блиндажи, окопы и коротко пообщался с военнослужащими, сообщают в пресс-службе офиса президента. Пане Богдане, какой месседж и кому несет визит Зеленского в Херсонскую область? Ну, мне кажется, что это очень важно, потому что в соответствии такие визиты очень важны президентов, так как в соответствии с Конституцией он является фактическим руководителем сектора национальной безопасности и обороны, а также верховным главнокомандующим. Поэтому данную функцию, то, что делает президент, можно отнести к его конституционным обязанностям. И, в общем-то, я считаю, что это имеет очень важное значение, потому что наши воины, наши люди, наши ребята, они видят то, что Киев заботится о них, Киев проявляет свое участие. И я считаю, что это очень важно для поднятия морального духа наших воинов. И всего, скажем так, прибрежного региона Украины. Потому что мы знаем, что непосредственно выход к морю имеют 5 областей Украины, начиная от Одессы и заканчивая как раз таки и Донецкой областью в том числе. Поэтому, безусловно, такие поездки президента имеют очень важное значение для нас, для всех. Пане Богдане, а как вы думаете, вот насколько визит Зеленского в Херсонскую область, его визит на территорию с административной границей с временно оккупированным полуостровом связан с последним обострением ситуации, со стягиванием российских войск к границам Украины, с милитаризацией оккупированных территорий, или же это просто вот такая рядовая, обычная поездка? Вы знаете, наверное, можно это отнести и к первому вашему выражению, да, то есть и к первой вашей позиции, и к второй. Ну, я бы хотел отметить, да, что угроза вторжения российского на территорию Украины, материковой части, она актуальна с 2014 года. На самом деле последние события, учения, которые были проведены Российской Федерацией, мы знаем о том, что около 110 тысяч военнослужащих было растянуто по всему кордону Украины. Было стянуто также не только корабли Черноморского флота, а также и в акватории Азовского моря было 15 кораблей Каспийской флотилии. Было 3 судна Балтийского флота, 2 судна Северного флота. Более того, насколько мне известно, судна Северного флота, они не покинули акваторию Азовского моря. Они остались фактически там же. Вернее, они, по-моему, вышли, сейчас они находятся в портах оккупированного Крыма, если я не ошибаюсь. То есть они на место своей постоянной дислокации не вернулись. Поэтому все так же угроза вторжения, она актуальна. И на самом деле мы же знаем, что российскому военному командованию, а также политикуму верить абсолютно нельзя. Они говорят одно, а делают они другое, а думают иногда третье. Уже практика и десятки лет уже показали в практике настоящее положение вещей. В неофициальных телеграм-каналах пишут, что Зеленский будет обсуждать с военными вариант наступления с Азовского моря, с Крыма и Донбасса сразу, если Россия вдруг начнет поход за водой. Как вы думаете, может ли действительно критическая ситуация с водой на территории временно оккупированного полуострова пойти Кремль на вот такой радикальный шаг решения проблемы? Безусловно, угроза остается, и можно расценивать эту угрозу как очень высокую.
Об этом пишут не только эксперты украинские, о том, что возможное вторжение на континентальную часть Украины с целью захвата объекта критической инфраструктуры вот этой, да, то есть водохозяйственной. То есть, попросту говоря, очень возможно, что россияне попросту захватят кран, с помощью которого они включат воду в Крым, если так простым языком говорить. Поэтому, безусловно, вероятность очень высока, и эксперты с Вашингтона, они указывают на такие возможности. И наши европейские коллеги говорят о том, что этот сценарий очень возможен. Вторжение России в Украину может быть в двух направлениях, в том числе из аннексированного Крыма, убежден бывший премьер-министр, экс-секретарь РНБО Украины, экс-министр обороны и генерал армии Украины Евгений Марчук. Он сделал такое заявление недавно, я предлагаю вместе его послушать. Вторгнення може бути в двох напрямках. Перший стосується води на Крим, а другий – надання гарантованої військової допомоги ОРДЛО. Але я не виключаю, що може бути і на білоруському напрямку якась хитра річ. Тому ніяких ілюзій не повинно бути про те, що нічого не трапиться. Треба бути готовим до серйозних провокацій. А Украина готова действительно к такому варианту развития событий, к такому худшему варианту развития событий? Ну, первое, хотелось бы отметить, что Евгений Кириллович Марчук является безусловным авторитетом в экспертной среде. И все мы прислушиваемся, экспертная среда украинская, да и не только украинская, за рубежом. Мы все прислушаемся к тому, что говорит Евгений Кириллович, учитывая его колоссальный опыт и жизненный в том числе. Безусловно, такие сценарии, они возможны, и может быть буквально все. Я думаю, что и хотелось бы верить словам президента. Мы помним, да, что неделю назад он обращался к нации, обращался к нам ко всем и заверял нас в том, что ситуация находится под контролем, и вооруженные силы готовы дать отпор врагу. Поэтому хочется верить президенту, и, безусловно, украинская нация неоднократно проявляла себя с самой высокой, самой хорошей стороны в критических ситуациях. Поэтому я думаю о том, что россияне, зная это, эти факты, это заставит их серьезно задуматься перед принятием возможных решений по вторжению на территорию Украины. Я думаю, что так. Пане Богдане, я предлагаю подключить сейчас к нашему эфиру народного депутата України, фракція «Слуга народу», голову підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Віталія Безгіна. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Віталій, вітаю вас. Салям алейкум. Доброго дня. Президент Украины Зеленский с рабочим визитом находится на границе, на административной границе с временно оккупированным полуостровом. Там, как сообщают в офисе президента, он уже посетил передовые позиции военнослужащих на административной границе с Крымом. Вот как вы оцениваете этот визит? Связан ли он с эскалацией ситуации вокруг границ Украины, или же это просто вот рабочая очередная поездка по регионам? Ну, важко сказати. Я думаю, що тут скоріше симбіоз обох причин. Перше, я думаю, що власне все одно є необхідність відвідати всі регіони України, а це більш коли мова йде про регіони, які є потенційно ризикованими. Тому я вважаю, що перевіряти і бойову готовність, і взагалі обстановку в тій чи іншій території, що межує з тимчасово окупованими територіями, є пріоритетним. Ми мали відповідний візит народних депутатів наприкінці минулого тижня. Добре, що зараз, зокрема, там і президент. А есть ли такой действительно риск, о котором вы сказали выше? Является ли Херсонская область сейчас под некой угрозой со стороны РФ? Ну, дивіться, тут, звісно, що всі ці ризики, вони спираються не в позицію України, а здебільшого в позицію агресора, але на моє суб'єктивне переконання, звісно ж, крім, власне, інших територій Донецької і Луганської областей, Херсонщина є стратегічно важливою для нас і є під певним ризиком. Ми ж прекрасно розуміємо, що мова про Північно-Кримський канал, мова про прісну воду в Криму. Тому я вважаю, що дійсно Херсонщина завжди зараз має бути в бойовій готовності і тримати руку на пульсі
найгіршого, так, але сподіватися, що це не станеться. Ну вот несколько недель назад, неделю назад мы наблюдали такую очень сильную эскалацию границ Украины, стягивание российских войск, милитаризацию полуострова и так далее. И вот вопрос, а будет ли Россия нападать на Украину, сейчас трансформировался в другой. Зачем это все было, если Шойгу заявил об отведении войск? Как вы думаете, что это было? Дивіться, причин є багато. Я думаю, що тут є геополітичні причини, зокрема і певною мірою спроба перевірки нової адміністрації в Сполучених Штатах Америки. Можливо, це в тому числі перевірка і бойової готовності російських військ щодо потенційної агресії і ескалації щодо України, як на Донбасі, так і знову ж таки можна казати про ризики на Херсонщині. Дійсно, я думаю, що абсолютні причини знає тільки безпосередньо керівництво Російської Федерації, але знову ж таки тут ми можемо говорити і здогадувати, що думають вони, але головне, щоб ми були готові дати відсіч. І я думаю, що в тому числі і спираючись і за допомогою наших, в тому числі, західних партнерів. Пане Виталию, насколько я знаю, вы также некоторое время назад находились с рабочим визитом в Херсонской области, правильно? Так, я там був в п'ятницю, суботу і неділю, так. Пане Виталию, если вот оценивать региональное развитие Херсона, на чем бы вы делали акцент, где и что бы нужно было там поменять, какие проблемные точки Херсонской области вы бы отметили? Дивіться, перш за все, звісно, що зараз це в тому числі аграрний край, але з точки зору регіонального розвитку, звісно, що пріоритетом стає і має ставати туризм. В області є шалений потенціал, але, звісно, що є певні проблеми, які, в тому числі маркетингові, які треба покращити цю ситуацію. Що стосується якихось інших моментів, то я думаю, з точки зору розвитку території, з точки зору адміністративних послуг, це треба покращувати. Тим не менш, ми ж не маємо забувати, що це і повітряні ворота зараз півдня України, враховуючи те, що на території Криму аеропорти, вони тимчасово окуповані. Тому потенціалу достатньо, зацікавленості достатньо. І я сподіваюся, що дійсно за рахунок інвестицій і державних, і приватних регіон зможе квітнути. А ми ж розуміємо, що коли заходить міжнародний інвестор, це вже в тому числі впливає позитивно і на захист території, тому що інвестори, перш за все, захищають ще й своє. Дякую дуже, пане Віталію. Чухсагл, у нас Віталій Безгін, народний депутат України, фракція «Слуга народу», був з нами на прямому зв'язку. Пане Богдане, советник главы Офиса президента Сергей Куница недавно сделал очень интересное заявление, которое вызвало в том числе и бурю негативных эмоций. Он сказал, что Украина должна заставить президента России унизиться и попросить возобновить подачу воды в Крым. Это тот джокер, за который можно выманивать российское топливо для АЭС, уступки по Донбассу и миллиардные инвестиции, сказал он. Говоря простым языком, использовать вопрос воды в качестве элемента торга между Россией и Украиной. Это допустимо, как думаете? Вы знаете, это абсолютно, я считаю, недопустимо. Более того, вопрос воды был урегулирован в недавно принятой государственной стратегии. Буквально в марте месяце текущего года была принята стратегия деоккупации, в соответствии с которой вопрос поставок воды с территории Украины в Крым, он был урегулирован, скажем так, на законодательном уровне. И черным по белому в стратегии написано, что поставки воды будут осуществляться только в деоккупированный Крым. Я считаю, что любые спекуляции, связанные с этой темой, они абсолютно неуместны, потому что государство свое слово сказало, вопрос был рассмотрен на РНБО. Данная государственная стратегия подписана высшим должностным лицом нашего государства, президентом Украины. И мне так кажется, что говорить, в общем-то, больше не о чем. Связанная с этой темой. Тогда почему мы время от времени слышим такие заявления не только из уст советника главы президента, мы подобное слышали и из уст народных депутатов Украины, и даже об этом говорил сам премьер-министр, когда его только назначили, выступая с трибуны Верховной Рады Украины. Они просто проснулись, пришли, решили такое сказать, или же все-таки, может быть, они ретранслируют идеи других, чтобы проверить общество на реакцию? Давайте все-таки проведем, скажем так, своего рода водораздел. Да? Давайте. 25 марта
была принята государственная стратегия, которая запрещает подавать воду в оккупированный Крым. Мгм. То, что было сказано до этого, ну давайте условно мы обнулим, да, скажем так. То есть оно уже не считается, потому что государство свою позицию на стратегическом уровне выразило. То, что какие-то вопросы сейчас могут некоторыми политиками подниматься, но мне так кажется, что это связано исключительно с каким-то политическим хайпом и желанием привлечь к себе внимание, не более того. Потому что, повторюсь, опять-таки, ну, в стратегии написано уже, и государство будет придерживаться уже занятой позиции. Ну, наверное, так я считаю, и это очевидно. Давайте продолжим тему эскалации и обострения ситуации. И я бы хотела дать вот такую новость. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что внезапная проверка готовности войск Западного и Южного военных округов была проведена именно в ответ на угрожающую военную деятельность НАТО. Давайте послушаем его прямую речь. Модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной боевой подготовки. Реализуется американская концепция 4 по 30. Подогревается националистические настроения на Украине, что провоцирует вооруженный конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах. Лондон и Вашингтон некоторое время назад предупредили президента России Путина о том, что Москва заплатит высокую цену в случае, если российские войска начнут вторжение на территорию Украины. Об этом заявил директор секретной разведывательной службы Великобритании, то есть директор Ми-6. Вот что он сказал. Безвідповідальні дії Росії викликають серйозну тривогу. Проте в довгостроковій перспективі Росія є слабшою державою з точки зору економіки і демографії. Росія стикається з безліччю труднощів, а останні протести через арешт російського опозиціонера Олексія Навального показали, що частина її населення незадоволена Володимиром Путіним. К нашому ефіру присоединяється Олександр Коваленко, військовий та політичний оглядач. Пане Олександре, вітаю вас, селям алейкум. Добрый день. Заявление министра обороны России Шойгу о том, что Россия отводит свои войска с границ Украины. Вот градус напряжения и накаленности ситуации уже каким-то образом спал или пока что расслабляться не стоит? Безусловно, расслабляться не стоит, потому что то, что говорят официальные лица Российской Федерации, за чистую монету никогда не стоит принимать. В данном контексте я бы хотел напомнить один исторический момент, а именно введение регулярного контингента регулярных войск Российской Федерации на территорию Сирийской Арабской Республики в поддержку режима Башара Асада. Произошло это в 2015 году, и практически примерно через 1,5 года после достаточно успешных боевых действий с переменным успехом, но все же, когда удалось сломить сопротивление повстанческих сил, регулярно представители Министерства обороны Российской Федерации, тот же самый министр обороны Сергей Шойгу и вплоть до президента Российской Федерации Владимира Путина сообщали о том, что контингент российских войск в Сирии будет сокращаться, выводиться часть подразделений и техники, и непосредственно полностью контингент будет выведен в скором времени из Сирии. Что ж, мы уже видим на протяжении нескольких лет, как этот контингент не то чтобы не уменьшился в своем количестве, а наоборот, только увеличился. Аналогично и касательно ситуации у границ с Украиной, причем как границ как сухопутных, так и морских. Напряженность не будет уменьшаться, контингент аналогично. После заявления Сергея Шойгу о том, что будут выводиться силы и средства, например, из территории временно оккупированного полуострова Крым, мы могли видеть отвод, в первую очередь, транспортной техники, не несущей какой-либо летальной угрозы. В свою очередь, масштабного отвода тех же самых танков, САУ, БТР и прочих ББМ, и систем ракет залпового огня.
реактивных систем залпового огня мы не наблюдали. И что самое важное, мы не наблюдали отвода достаточно современных комплексов радиоэлектронной борьбы, в частности Борисоглебск-2 и Инфауна, которые перебрасывались на территорию временно оккупированного полуострова Крым, при этом с закрашенными тактическими знаками и непосредственно номерами, что также вызывало недвусмысленные, конечно же, догадки по цели именно в таком виде переброски на полуостров. То есть угрозы все же сохраняются. А какие именно? Где, по-вашему, может быть вот этот условный гипотетический украинско-российский фронт? Да, фактически это неблагодарное дело предсказывать, в каком именно направлении Российская Федерация может начать действовать. На сегодняшний день существует огромное количество планов, которые, ну, скажем так, это не планы однодневки, которые возникли в Москве буквально вот на этой неделе или недавно. Это планы, которые Российская Федерация вынашивает со времен распада Советского Союза. Еще в 90-е годы прошлого века была сформирована стратегия действия Российской Федерации по отношению к странам, которые они считают гипотетически своими, ну, скажем так, назовем это напрямую исконными территориями. Да? Потому что, ну, например, Украину они именно так рассматривают. На 2014 год у них существовал план охвата так называемой Новороссии от Харькова до Одессы, который, как известно, провалился по факту с минимальным КПД. И на сегодняшний день существуют планы, начиная от прокладки сухопутного коридора от части оккупированных Луганской и Донецкой областей до временно оккупированного полуострова Крым, а в том числе имеются и другие планы, в частности, действительно об охвате всего Юго-Востока, в том числе с учетом Одессы и с задействованием не только военного контингента, размещенного на временно оккупированном полуострове, а также в теории с применением десантирования на побережье той же самой Одесской области, но в том числе и задействование военного контингента, который под эгидой, скажем так, миротворческой миссии размещен, в частности, в непризнанном Приднестровье. Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия обратился к Конгрессу Соединенных Штатов Америки с просьбой дальнейшей поддержки Украине в связи с наращиванием российских войск вдоль украинских границ. Вот его цитата, предлагаю вместе послушать. Україна продовжує докладати зусиль для поглиблення своєї участі в Євроатлантичному альянсі. Протягом останніх 2 років наш парламент зробив помітні кроки для впровадження реформ, що сприяють демократичним процесам, боротьбі з корупцією та приведенню наших збройних сил у відповідності до стандартів НАТО. Пане Богдане, вот на фоне накаленной обстановки и ситуации мы слышали очень много слов поддержки нашей стране от наших западных партнеров, в частности от Соединенных Штатов Америки, от стран Европейского Союза и так далее. Но в случае реальной полномасштабной войны и вторжения России, на чью практическую помощь мы можем рассчитывать и в чем может заключаться эта помощь? Ну, многие говорят о НАТО, да, и о вступлении Украины в НАТО. Давайте обратим внимание на статью 5 так называемого Вашингтонского договора, на основании которого НАТО и было образовано. Она говорит о том, что нападение на одного члена НАТО будет считаться нападением на всех членов НАТО, со всеми отсюда вытекающими обстоятельствами. Украина не является стороной по состоянию на сейчас данного договора. Поэтому правовых оснований для того, чтобы за нас, скажем так, простым языком заступалась НАТО, просто нет. В свою очередь, с Соединенными Штатами Америки у нас также нет военного союза, точно так же, как и с Великой Британией, Канадой и другими, и, скажем так, другими странами. Поэтому, в общем-то, мы должны полагаться на себя, если, не дай бог, будет какое-то вторжение или агрессия со стороны Российской Федерации или какого-либо еще государства. Но это так, если смотреть трезво на вещи. Хотя, безусловно, НАТО, Соединенные Штаты, Британия, они вкладывают в оборону и безопасность, в сектор безопасности Украины. И действительно,
без их помощи, в частности и политической, нам было бы очень-очень непросто. Более того, мы тоже понимаем, что один из основных сдерживающих факторов для Российской Федерации от дальнейших агрессивных действий – это активная санкционная политика со стороны Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза и Великой Британии. Поэтому мы не можем рассматривать конфликт с Российской Федерацией исключительно как вооруженный конфликт. Хотя, безусловно, его элементы прямо присутствуют в наших взаимоотношениях с ними, потому что россияне оккупировали как Крымский полуостров, так и 100 тысяч квадратных километров морских пространств вокруг Крымского полуострова. Ситуацию в Ордлу мы тоже понимаем, что на самом деле россияне фактически провоцируют сами этот конфликт и не дают ему, скажем так, рассосаться своим путем. Россиянам невыгодно то, чтобы в Украине было мирно и чтобы наша страна жила, скажем так, безбедно. То есть они постоянно провоцируют, они постоянно делают вещи, которые дестабилизируют нашу страну. И чем у нас хуже, тем лучше россиянам. Ну, получается так. Вернее, даже не россиянам, а российскому политическому режиму. Ну вот возвращаясь к вопросу... Богатая Украина им не нужна. Возвращаясь к вопросу НАТО, а как тогда это коррелируется с заявлениями Зеленского, который говорит о том, что вступление Украины в НАТО – это единственный путь завершения войны в Украине и урегулирования ситуации на востоке Украины? Ну, на самом деле мы не говорим о том, что я не говорю о том, что этого никогда не будет. Да? Это, безусловно, предмет политических договоренностей в том числе. Вот. Поэтому сложно не согласиться с этим, что если Украина будет членом НАТО, то война будет продолжаться. Я думаю, что нет. Безусловно, Российская Федерация в этом случае не будет, то есть отложит свои, скажем так, намерения нападать на Украину и от планов дальнейшей агрессии. Но в то же время мы исходим из того, что мы имеем сейчас. А факты — вещь упрямая. Мы не являемся членом НАТО по состоянию на сегодня, со всеми отсюда вытекающими. То, что президент говорит, это абсолютно правильно. Более того, это полностью отвечает курсу, который прописан в Конституции Украины. Потому что у нас на конституционном уровне отмечено то, что наш курс — это евроатлантическая интеграция. Поэтому, в общем-то, между тем, что я вам сейчас имел честь сказать, и тем, что говорит господин президент, в общем-то, здесь нет никаких абсолютно противоречий. Дуже дякую вам, пане Богдане. Чохсагл, у нас Богдан Устеменко був з нами на прямому зв'язку. Директор Інституту морського права і безпеки, експерт Центру оборонних стратегій, юрист-міжнародник. Пане Олександре, у меня появляется такой логичный вопрос. Если НАТО наш единственный путь к завершению войны на Донбассе, тогда зачем это все? Я имею в виду безрезультативный и бесперспективный Минск, кластеры, нормандский формат и так далее? Я бы не сказал, что НАТО — это единственный наш путь к победе. В данном контексте я бы хотел напомнить один исторический прецедент, который имел место быть, а именно включение в состав НАТО такой страны, как ФРГ, на тот момент, когда, по сути, имелась такая оккупированная территория, как ГДР. Вот, назовем это так. То есть фактически на тот момент НАТО пошло на исключение о том, чтобы включить в свой состав Федеральную Республику Германию, имея при этом проблематичные территории, но с оговоркой относительно упомянутой ранее 5 статьи. Аналогичный может быть использован исторический юридический финт именно и в ситуации не только с Украиной, но, к примеру, и с Грузией, поскольку вы знаете, что у Грузии, так же само, как и у Украины, имеются временно оккупированные территории Южная Осетия и Абхазия. Но Грузия так же само испытывает желание вступить в Североатлантический альянс.
Это что относительно перспектив как таковых. То есть включение с оговоркой, что 5 статья, она о коллективной безопасности, она не распространяется на временно оккупированные территории. Это первый момент. Второй момент относительно того, как добиваться необходимо деоккупации территорий, на мой взгляд, в первую очередь все-таки это политический путь. Вспоминая тот же самый Минск, вспоминая ту же самую Нормандскую четверку. Почему? Потому что переговоры, именно дипломатические переговоры, политический путь, это все же, несмотря на то, что он может показаться более длинным и более сложным, это куда лучший путь, чем серьезный конфликт с очень большими жертвами и потерями не только среди военнослужащих, но и гражданского населения. Ну а вы верите, что в нынешнем формате Минска и нормандского формата можно урегулировать ситуацию? Зависит в данном случае даже не столько о нынешнем формате того же самого Минска или нормандского формата, да. Здесь серьезная зависимость решения этой проблематики зависит в первую очередь в Москве, в стране-оккупанте, в стране-агрессоре, от того, какие будут присутствовать там настроения. Непосредственно дипломатия и политика как таковая, она как раз и сдерживает Российскую Федерацию от того, чтобы развернуть на полностью свой вот этот недоимперский реваншизм. И в нарушение всех допустимых правил начать вот этот вот конфликт уже не в формате гибридной войны, даже гибридной войны уже, как бы, скажем так, замороженной, но приближающейся к эскалации, а в полном масштабе эту эскалацию развернуть. А по мере того, как продолжается дипломатическим языком вот этот вот переговорный процесс, до тех пор, пока политика все-таки препятствует разного рода наступательным действиям ограниченного сухопутного контингента либо полномасштабного, одновременно вместе с этим сама по себе Российская Федерация слабеет. Слабеет экономика, слабеет политическая система, зреет недовольство не только внутри населения, не только среди граждан Российской Федерации, но и недовольство внутри элит, которые тоже уже за эти годы устали терять не просто миллионы, а миллиарды на санкциях, на ограничениях, на политических ограничениях, а не только экономических и так далее. То есть страна попадает в состояние холодной войны, железный занавес, классическая история с Советским Союзом, но разница лишь в том, что у Советского Союза был намного больше запас прочности, чем у современной Российской Федерации. Поэтому он и продержался намного дольше. Зеленский, вы знаете, недавно предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война, на что у Путина ответили, что на Донбассе, чтобы Зеленский разговаривал только лишь с боевиками, а если речь идет о двусторонних отношениях, его ждут в Москве. Вчера Зеленский подтвердил свое желание встречи с Путиным и даже сказал, что поручил Ермаку организовать такую встречу. Как вы думаете, насколько целесообразна встреча Зеленского и Путина, и есть ли в ней смысл? Я не вижу смысла в этой встрече, абсолютно. И на то есть целый ряд причин. Когда Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться на территории оккупированных Донецких и Луганских областей, в любой точке карты именно оккупированной территории, то это я расценил как достаточно неплохой, в первую очередь, информационно-психологический трюк от офиса президента. Почему? Потому что если мы вспомним всю историю президентства Владимира Путина, то его популяризация как таковая, она основывалась на пиаре, известном как мускулизм. А именно демонстрация сильного лидера. Но на самом деле сильный лидер Российской Федерации за всю историю своего президентства на территории потенциально опасной для его жизни бывал всего лишь единожды. А именно это 2001 год, это на территории Чечни, где на тот момент действительно его жизни могла угрожать опасность. А между тем, человек, который регулярно себя демонстрировал именно в рамках пиара, такого как мускулизм, именно на подводной лодке, за штурвалом истребителя,
на байке, мотоцикле. Ну или как это вершина вообще этой феерии, это верхом на вороном жеребце с оголенным торсом. И вот этот вот сильный лидер, он никогда не появлялся в зоне потенциальной опасности для своей жизни. При этом он регулярно, например, посещает временно оккупированную территорию полуострова Крым, но ни разу не был на оккупированных территориях части Донбасса. А в свою очередь, что экс-президент Украины Петр Порошенко посещал регулярно фронтовую зону, что президент Владимир Зеленский регулярно посещает фронтовую зону, и многие другие лидеры с подобного рода проблематикой. Например, тот же самый президент Азербайджана Ильхам Алиев. Ильхам Алиев посещал Нагорный Карабах сразу же после его деоккупации, причем на тот момент, где на территории еще не была произведена полноценная зачистка от незаконных вооруженных формирований Армении, а также разминирование территории как таковой. Мы можем неоднократно видеть, даже как президенты США посещают тот же самый Афганистан, по сути Ирак, посещали, по сути, являющиеся потенциально опасными странами. Путин никогда в жизни не пошел бы на такой шаг. И это фактически был информационно-психологический удар по репутации президента Российской Федерации. Ну, а на чьей стороне сейчас мяч? Но вот в том-то и проблема, что ответили из Кремля приглашением в Москву. Но здесь есть еще одно очень важное обстоятельство. И оно касается самого менталитета президента Российской Федерации, его мировоззрения и как он себя позиционирует в принципе. А именно, ни одна договоренность с глазу на глаз, один на один, допустим, с президентом Украины Владимиром Зеленским, даже если эта встреча произойдет в Москве, ни одна из договоренностей, соглашений, даже сказанные на камеру, да, даже зафиксированные официально, они не будут исполнены. Почему? Потому что это будет, в свою очередь, признанием слабости самого же Владимира Путина. Ведь, опять же, если мы посмотрим на прошедшие десятилетия, Российская Федерация в общей пропагандистской повестке дня, которая протянулась уже на целые года, она всячески пыталась нивелировать государственность Украины, всячески пыталась нивелировать статус Украины. А потому любые соглашения, которые будут заключены на сегодняшний день с президентом Украины, которого в России, замечу, нынешнее руководство страны, что экс-президента Петра Порошенко, что Владимира Зеленского, считают по сути нелегитимными, поскольку они якобы пришли, согласно российской пропаганде, к власти через государственный, назовем его так, переворот. А легитимным является президент Виктор Янукович, который где-то там под Ростовом себе, наверное, завел новых страусов. Собственно, в этом-то и вся проблема, что любое соглашение, оно не будет стоить выеденного яйца как такового. И смысла вообще ехать в Москву нет. А вот в рамках международной встречи, в рамках нормандского формата, это уже совсем другой разговор. И в данном случае президент Российской Федерации, наоборот, больше склонен к тому, чтобы встречаться в широком кругу. Любит он подобного рода многолюдные спектакли. Хотя, конечно же, последний год старался максимально уменьшить свое присутствие на разного рода таких мероприятиях, скрываясь в бункері в Новоогарьово. Дякую вам дуже, пане Олександре Чохсаголну, за змістовну відповідь. Олександр Коваленко був з нами на прямому зв'язку, військовий та політичний оглядач. Владислав Рапонов, Олександр Корбан, вибачте, ментор Центру протидії інформаційних агресіям АМПМ зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас, салям алейкум. Витаю навзаим. Пане Александре, вот мы сейчас с паном Александром Коваленко как раз обсуждали вероятность встречи Путина и Зеленского в России, там в Кремле даже рассказали о подготовке такой встречи президентов Украины и России. И место проведения даты встречи пока нет, заявил пресс-секретарь Путина Песков. Я предлагаю вместе послушать его цитату и начать нашу беседу.
Такой диалог может касаться только тематики двусторонних отношений. Диалог не может осуществляться, исходя из целей поисков урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Мне неизвестно о том, что какие-то конкретные предложения транслировались из Киева в Москву. Если мы правильно поняли, президент Украины говорил, что Донбасс нужно обсуждать. Для этого нужна встреча. Это не совсем коррелируется с представлениями президента России о наполнении такой встречи. Можно ли вот с этого заявления сделать вывод, что такой встречи, как минимум в ближайшей перспективе, не будет? Ну, вы знаете, встреча, как правило, на таком уровне, они на таких встречах не договариваются. На таких встречах фиксируют предварительные договоренности. Но это практика такая вот межгосударственных отношений. То есть, если президент с президентом встречается где-то, то, соответственно, уже подготовлены варианты решения. Соответственно, уже, как правило, единое решение, есть соглашение и так далее. Пока такой договоренности нет, смысла встречаться нет. Это будет, просто соберутся, поговорят и так далее. То есть вот заявление российской стороны, оно лишний раз подтверждает тот факт, что Россия абсолютно не готова в настоящий момент идти на какие-то компромиссы, на какие-то договоренности и так далее. Собственно, это и видно, потому что происходило возле наших границ последнее время. То есть Россия не видит условий, скажем так, компромиссных условий, которые может предложить Украина, которые может предложить Запад для того, чтобы начать договариваться. То есть пока ближайшее до конца года, как минимум, я не вижу перспективы такой встречи. Тогда чего добился Путин вот с напряжением ситуации у границы Украины, а потом заявление об отведении этих войск? Потому что вот многие говорили, действительно, аналитики о том, что вот Путин таким образом демонстрирует силу и пытается добиться неких политических преференций. Добился ли он чего-то? И почему тогда отводит войска? Вы знаете, для Путина и вообще для кремлевской власти сегодня есть одна большая проблема, перед которой проблема Украины, Запада и так далее, они вообще ничто. Это проблема поддержки внутри самой России. Путин и его, скажем так, коллеги во власти, они теряют эту поддержку. А учтите, у них еще осенью выборы. Поэтому они сейчас используют любые поводы для того, чтобы показать силу Путина и его команды на международной арене и внутри. То, что, собственно, вот то, что происходило возле украинских границ, это была чистой воды демонстрация, причем демонстрация, прежде всего, направленная на собственную внутреннюю целевую аудиторию, для того, чтобы показать, у нас есть армия, мы можем угрожать Украине и так далее. Ну вот классический пример, я мониторил, скажем так, материалы, месседжи, нарративы, которые выходили в российских СМИ. Вот Russia Today буквально недавно была такая публикация, что, скажем так, маневры российской армии в Крыму удержали украинскую армию от наступления на Крым. Вот вам пример, скажем так, вот попытки российской стороны решить эту ситуацию. То есть чистой воды демонстрация. Тот, кто реально понимает в военных вопросах, реально понимает в геополитике, они были уже убеждены, что наступления не будет. Ни сил, ни средств, ни международной поддержки сегодня у России нет для того, чтобы осуществлять такие действия. То есть работа исключительно на внутренний электорат с прицелом под осенние выборы. Пане Олександре, вот еще важная тема, которую я бы хотела с вами обсудить, это «Северный поток-2». Российское судно «Академик Черкский» начало укладку труб для газопровода «Северный поток-2» в водах Дании. Давайте послушаем цитату и продолжим. После успешного прохождения морских испытаний судно «Академик Черкский» приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительно экономической зоне Дании. Баржа «Фортуна» продолжает трубоукладку. Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями. «Северный поток» все же достроят? Вы знаете, сложный вопрос, учитывая то противодействие, которое осуществляется и внутри Европы со стороны восточноевропейских стран, которые входят в ЕС, и со стороны самого главного противника этого дела США.
То есть большие сомнения в плане этого дела, но и серьезные силы внутри Европы и в России подключены к этому процессу. Кстати, по вот этой публикации, о которой вы говорили, по факту того, что российский корабль приступил к укладке, тут еще нужно проанализировать ситуацию. Россия неоднократно заявляла, и мы прекрасно знаем, что в России нет кораблей, нет возможности самостоятельно осуществлять прокладку. То есть, когда они заявляют, что они приступили, это не значит, что они кладут трубу. Они могут делать какие-то сопутствующие действия, что-то там готовить, какие-то вопросы решать, но непосредственно прокладкой технических возможностей у России осуществлять такую прокладку труб в настоящий момент нет. Я думаю, Академик Черский тоже не может это сделать? Нет. Судя по оценкам европейских экспертов, американских экспертов, да, собственно, и российских экспертов, они подтверждают, что в настоящий момент у России нет таких технологий, чтобы самостоятельно осуществлять прокладку труб. То есть я думаю, что они занимаются в настоящий момент имитацией, и это не более чем информационное сопровождение, опять же таки нацеленное на внутренние целевые группы в России. Хотя абсолютно не стоит исключать того, что определенная поддержка со стороны, прежде всего, Германии и Франции осуществляется, так как они крайне заинтересованы в создании будущего газового хаба. И об этом, скажем так, недвусмысленно заявила недавно Меркель, которая четко сказала, что Германия стоит на позиции того, что нужно достраивать Северный поток-2. Если предположим, что Северный поток-2 достроили и даже запустили, что это будет означать для Украины? Вы знаете, вопрос достаточно сложный и многогранный. Во-первых, что это будет означать для Украины в плане военной опасности? Это будет означать, что Россия через Южный поток, через два северных потока сможет обеспечить необходимый для Европы трафик газа для того, чтобы поддерживать выполнение своих контрактов. Это означает, что на территории Украины у России будут развязаны руки. Почему Россия в 2014 году и сейчас не развязала широкомасштабную агрессию? Потому что вся Украина, она буквально покрыта этой газотранспортной системой. И нападение, и открытая широкая война, она просто как бы прекратится поставка газа в Европу, сорвутся контракты, а Европа очень не любит, когда такие вещи происходят. Соответственно, Россия потеряет. А для России газ и нефть — это 60% поступлений в бюджет. То есть, прежде всего, это военная опасность. Далее, мы потеряем несколько миллиардов долларов за транзит. Вот. Опять же, мы потеряем очки на уровне международных дипломатических отношений, способы давления и так далее. То есть это будет достаточно серьезный, ощутимый, не смертельный, но достаточно серьезный, ощутимый удар по позиціям, по геополітичним позиціям України. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсаголнус Олександр Корбан був з нами на прямому зв'язку. Ментор в Центрі протидії інформаційним агресіям АМПМ. Владислав Арапонов, політолог, американіст, аналітик Інтерньюз Україна. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Владиславе, вітаю вас, салям алейкум. Добрый вечер, витаю. Минюст США утвердил 2 пакета новых санкций против газопровода «Северный поток-2», однако окончательное решение, насколько я понимаю, по ним все еще не принято. Сегодня мы получили, прошла такая новость, что российское судно «Академик Черский» уже приступило к укладке труб газопровода «Северный поток-2», там осталось всего лишь 5%, если я не ошибаюсь. Все же, какая будет реакция США? Позволят ли они достроить «Северный поток-2» или же введут санкции и сделают невозможным завершение ее строительства? Вы знаете, я бы сказал, что, конечно, нужно этот вопрос рассматривать более комплексно и, так сказать, посмотреть историю вопроса. Да, в принципе, администрация Байдена и Энтони Блинкен, и сам Байден, как пришли именно к власти, то они, конечно, очень много усилий именно прикладывают для того, чтобы не допустить строительства этого потока или, как минимум, показать свое противодействие этому проекту. То есть, как мне кажется, конечно же, рано или поздно все равно этот поток будет достроен. Однако для администрации Байдена очень важно показать своим европейским партнерам, своим европейским союзникам, что они не стоят в стороне
и что они как минимум препятствуют этому, и они делают все возможное, но, как мне кажется, все-таки уже упущено было то время, насколько вот, чтобы вот это противодействие действительно перевесило, скажем, итоговый результат. То есть, как мне кажется, что, наверное, в этом году это не будет еще сделано, но я думаю, что уже в следующем году, мне кажется, уже шансы больше, чем велики. Там разные оценки, действительно, 90%, 95%. Но я бы сказал, что рано или поздно все равно будет достроено, несмотря на действительно очень жесткую, в какой-то степени, возможно, не сильно прогнозируемую настолько жесткую позицию новой администрации в Вашингтоне. А почему эта позиция не настолько жесткая? Вот что изменилось? Я бы не сказал, что она как раз не настолько жесткая. Она как раз стала гораздо жестче, чем была, и, наверное, даже не совсем ожидаемо, скажем, настолько сразу администрация Байдена очень резко стала высказываться по поводу этого проекта. Энтони Блинкен регулярно высказывается, что это является не в интересах Европы и Украины в том числе, кстати. То есть и украинский аспект тоже в этом дискурсе присутствует. То есть в какой-то степени администрация Байдена поняла, что у них просто нет времени на раскачку в этом вопросе конкретном, и они понимают, что если они сейчас упустят это время, то им потом и европейские партнеры, и в том числе их оппоненты политические в Америке, в том числе это припомнят и будут говорить, что ну вот вы же ничего не сделали, чтобы этого не случилось. Вот, ну, то есть это в какой-то степени и внешнеполитическая игра, и в том числе, конечно же, меньше, но и именно внутриамериканская, конечно же, скажем, ну, в принципе, стратегия в долгую, можно сказать так. Недавно Байден заявил о том, что предложил президенту России Путину провести личную встречу уже этим летом. В Кремле сразу же отреагировали. Там сказали, что встреча президентов России и США может действительно состояться в июне. При этом конкретные сроки зависят от многих факторов. Все ли идет к тому, что такая встреча довольно вероятна и все же состоится в июне? Если да, то о чем могут говорить президенты и где будет Украина? Вы знаете, я бы сказал, что, конечно, такая вероятность есть, и это в какой-то степени ожидаемо. Знаете, я честно скажу, что я не относил себя к тем, кто еще до выборов там говорил, что вот придет Байден и будет как-то все по-другому. Было очевидно, что все равно игнорирования прямых контактов не будет. И мы это видим на действиях администрации Байдена, самого Байдена. Он, в принципе, сам звонил Путину первый раз, да, и, то есть, ожидаемо, скажем, потом именно в связи с эскалацией около украинской границы он тоже звонил Путину. То есть нет какого-то непонимания, да, необходимости встречаться. То есть прямой диалог все равно рано или поздно будет и был бы, и, соответственно, лучшего пути, чем встреча двух президентов, конечно же, нету. То есть, как мне кажется, что саммит или встреча, да, тут, наверное, правильно сказать встреча все-таки, потому что саммит более масштабное мероприятие, я думаю, что она состоится, но все же тут нужно важный аспект понимать. Договоренность о встрече еще не значит договоренность по ее результатам. То есть это совершенно два именно абсолютно противоположных тезиса, и в какой-то степени я думаю, что тот факт, что захотят оба президента встретиться, он свидетельствует просто о том, что обе стороны, Москва и Вашингтон, хотят просто попробовать договориться. Договориться о множестве вопросов. Тут действительно, что называется, повестка дня очень большая. Тут и не только Украина, тут и разные регионы, интересы обеих стран в регионах. Это Ближний Восток, и Европа, конечно же, это Китай. Тут очевидно, что, наверное, Китай будет, я думаю, самой главной темой этого разговора. Украина в том числе, но я думаю, что не самое главное, потому что все-таки это один из региональных аспектов именно международной политики обеих администраций. То есть в какой-то степени именно большая международная повестка дня, в том числе климат, изменения по климату, недавняя конференция тоже об этом говорит, что, собственно, Байден, вот очень все удивлялись, что он сначала назвал Путина убийцей, да, а потом именно пригласил на конференцию. То есть в какой-то степени Вашингтон хочет прагматичных отношений с Москвой, о чем Байден, в принципе, сам и заявлял. То есть то, чего он заявляет, в принципе, он этого и хочет. Он хочет абсолютно понятных, сдержанных взаимоотношений с Россией, чтобы от Путина было понятно, чего ожидать.
Но вопрос, как Ну, мне то есть кажется... они пытаются добиться более прогнозируемого поведения России. Да, На какие уступки они могут пойти ради этого? Вот буквально у нас минутка, пана Владислава. Знаете, я думаю, что как раз в том-то и дело, что договориться, встретиться, и это еще не значит договориться о множестве вопросов. Я думаю, что настолько полярны позиции обеих сторон по множеству вопросов, как касательно Китая, так и касательно других вопросов. То есть в какой-то степени уступка по какому-то вроде как менее значительному и острому вопросу сейчас будет означать готовность идти на уступки дальше. А дальше стороны не готовы идти на уступки, по крайней мере, сейчас. Дякую дуже, пане Владиславе. Чох Сагл. У нас Владислав Фарапонов був з нами на прямому зв'язку. Політолог-американіст, аналітик Интерньюз Украина. Ну, а я завершаю, к сожалению, этот блок. Я с вами не прощаюсь. Я говорю вам корушкенджи, до свидания. Мы увидимся буквально через час. А сейчас эфир телеканала АТР продолжает программа «Рамазан Берекеты» с моим коллегой Ситумером Ситумеровым. Не пропустите корушкенджи. Маарифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadıyla ketip, İstanbul ve Kayır üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaydıp kelgen son, başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurashid Midiyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımga avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gazpralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gazpralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов публицист olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserlerle bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазов'ның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selamete çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım.
Toxta deyler bana. Dur, aşıkma o kadar. Bir olacakның öz zamanı, vakti var. Deyler sabır etken, mutlak muradını tapar. Sanki benim sabır etmege vaktim var. Күнде гүлде, saniyeler sayılı ekende, babasız osken ballar koz yaş dökkende, toprağım düşmandan cefa çekkende, deyler ki, geçer bu, kulak asma o kadar. Sanki benim başka bir vatanım var. Aydı gurbette yürüştüm dünya malına. Dolanasın ende etrafta sallana sallana. Kaytmağa doğmuş bir evin olmasa, şu dünyanı fetih etkensin. Ne fayda? Bizde ne sabır etmege vakit, ne de başka vatan var. Susmağa devam etkence, bu zulüm bizni de yutar. Beklemedi kuş avanı, taze meftanı mezar. Bizim şu istiklalini bekleyenimiz kadar. Selam aleyküm saygılı teleseyirciler. Ramazan bereketi programmasını seyir etesiz ve sizinle beraberlikte men Seytumerov bu saat devamında bulunacağım. Elbette ki Allah subhanahu wa ta'ala bizge bergen nimetlerini sayıp baksak onların hepsini hesap etip olamamız ve bu haqda Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de bizlerge buyura Estaizu billah ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Eğer de Allah'ın nimetlerini sayacak olsanız sayalmazsınız diye Allah. Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür. Ve elbette sabah uyanğanından akşam yatğanına kadar ne kadar nimetini biz göremiz. Ama en büyük menimce bizge berilgen nimet bu Allah subhanahu ta'ala bizni Müslüman etkenidir. Bakınız İbrahim aleyhisselam en sevimli peygamberlerden birisi ne kadar dua etedi Allah'a onu babası dinini kabul etsin ama o kabul etmedi. Nuh aleyhisselam öz oğlu için dua etti. O dinini kabul etsin ama o kabul etmedi. Muhammed aleyhissalatu vesselam peygamberimiz, sevimli peygamberimiz bilemiz ki oksuz doğdu ve yaşlıktan onu emcisi Abu Talib bakkan edi. Ostırtken edi, büyütken edi. Ve peygamber olgan vakti ne kadar o dualar yaptı oğa, o İslam dinini kabul etsin dedi. Çünkü o İslam dinini kabul etmegen edi ama çoktan çok peygamberimizge yardım etken edi. Ama o da dinini kabul etmeyip öldü. Ama bakınız, bizler için, men için, siz için bir kimse aslında dua etti mi Allah'a biz Müslüman olayıq da deb? Men bilsem yok ama Allah'ın nimeti üzere biz şimdi Müslümanmız ve Allah'a binlerce şükürler olsun bu günge geldik. Şimdiki günlerde bütün ümmet ile beraber Ramazan ayının orazasını tutamız. Unutmayıq bu nimetlerini ve Allah'a her daim şükürdar olayıq.
Ve yayınımızın adetimiz üzere bizim kiçkene seyircilerimizin yardımı ile başlayacağımız ve bugün keliniz Fil suresini dinleyik ve onu bizge eski Kırım'dan bizim semeddeşimiz okup Gülsüm berdi. Keliniz dinleyik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Benim adım Gülsüm. Ben 12 yaşında. Ben eski Kırım şehrinde yaşayım. Bugün ben sizge Fil suresini okumağa isteyim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tera keyfe fe'ale rabbuke bi ashabil fil. Alam yec'al keydahum fil tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجاء عليهم كأسف مأكول صدق الله العظيم. Allah Teala bütün yapkan ibadetlerimizni kabul etsin ve Ramazan ayı mübarek olsun. İşte programımızı devam etemiz ve Ramazan ayı aslında galibe ayıdır. Allah Subhanahu wa Taala bizim ümmetimizge ve bizim halkımızga ne kadar galibeler bu mübarek Ramazan ayın içerisinde bergen. Ve böylelikle 15. Ramazan, aynı bugünkü gün hatırlatan bugün bizde de 15. Ramazan ama 1809 senesi Kırım Hanlığı Osmanlı Devleti ile beraber Rus imparatorluğuna büyük savaşta Tatarica koyu yanında galibe kazangan ve aman aman 10 binge yakın Rus askerleri o savaşta yok etilgen. Ana göresiz nasıl Allah Teala Ramazan ayında öz kullarına yardım etmekte. Ve devam etemiz programımızı şiirinin ve keliniz Hatice bizim vatandaşımız 6 yaşındaki Hatice bizge Ramazan hakkında şiir aytıp berdi. Keliniz dinleyik. Hoş geldin Nur Ramazan, Emine Hüseyin. Hoş geldin Nur Ramazan, Müslüman sana ayran. Seni berdi yaradan. Hoş geldin Nur Ramazan, 11 ayının sultanı. Rahmet dolu anı, mübarektir bayramım. Hoş geldin Nur Ramazan. Sen, men, o, biz hepimiz sevinç dolu gönlümüz. Temiz olsun kalbimiz. Hoş geldin Nur Ramazan. Beraber olup coştuk. Sevapka sevap koştuk. Biz hakka yakın olduk. Hoş geldin Nur Ramazan. İşte çok sağ olsun Hatice bizim teleseyircilerimiz, vatandaşımız, kademiz böyle programımızı yaraştırganı için. Ve Ramazan ayı elbette ki camiler Kur'an ayıdır. Çünkü Müslümanlar Kur'an okuyorlar bu ay çokusu ve Kur'an'ı ne yerde en güzel okumak yer elbette ki bu camiler ve camiler rubrikamızga geçmek istedim ve tarihi ve meraklı bir caminin bugün sizinle tanış etmek isteyim. Bu Pakistan devletinin Lahor şehrinde Vazir Khan adlı cami. Keliniz seyreteyik hazırlagan video levhamızını. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Vazir Khan camisi Pakistandaki Lahor şehrinin en dikkatga layık yerlerinden biridir. Onun kuruvu Buyuk Moğollarning padişası Shah Cihan devrinde 1634 senesi başlap 7 yıl devam etdi. Mimari kompleksinin tarihi adı şehrning valisi Vazir Khan xatirasına koyuldu. Buyuk Moğollarning padişası Vazir Khan camisinde cuma namazı kılınğanı için cami siyasi emniyet kazandı.
Бу жами буюк моголлар деври, Британия империясы Индистан кытасының канлы парчалуыны ве земаневи Пакистанда юз берген вакыяларның шааты oldu. Ama буңа бақмадан комплекс бу күнгеже сакланып калды. Белли тарихчы Британия Индистанны боюнча мутехассис Локвуд Киплинг Вазирхан жамысы хакында бу дульбер бина дизайн мектепидир деп айтты. Вазирхан жамысы классик моғол услубында курулган. Оның баш бинасыны шээрнең эң истидатлы усталар япкан фрескаларынан яраштырылган. Жамы туз көшелік шекілінде құрылған, оның ұзынлығы 86 метр, кеңлігі есе 50 метрні тешкіл ете. Комплексның 4 көшесіні 33 метрлі минарелер яраштыра. Баш қапысының екі тарафында күббелі күллелер ерлеше. Эвелсі анда ожави алемлер яшайды. Жамының азбарында абдес алмақ үшін 11 метрге буюклігінен хавуз ерлеше. Жамының намаз ханесі комплексінің ғарби тарафында ерлеше. Оның ұзынлығы 40 метр, кеңлігі есе 13 метр. О 5 секцияға бөлінген. Намазхане моғоллар деврінде айыт олған фрескалармен яраштырылған. Оның диварларында есе араб ве фарси тілінде каллиграфик язылар япылған. Ибадет ханенің ортасында 10 метр yüksеклігі ве 7 метр диаметрі олған дүлбер күббе бар. Күббенің акустик хусусиетлері имамның хутбесіні атта жамының азбарында діңлемеге имкан бере. Вазирхан жамысынды 2004 сенеден 2015 сенеге қадар реставрация япылған еді. Шымды жами ЮНЕСКО камерасының жедвеліне намзет ола. Бу тарихи ерні әр ел чоқ инсан зиярет ете. Олардан базалары улу падишалар аққында ешітмек, башқалары есе мимарлық абидесіні көрмек үшін келе. Ниетіңіз насыл олса да, эмин олыңыз, Вазирхан жамысы сізге тек яқшы дұйғыларыны бағышлар. İşte böylelikle Vazirhan jамысының енді таныш олдық. Хатırlatam, bu жами Лахор шерінде, Пакистан devletінің Лахор шерінде ерлеше. Асылда Пакистан ақында да бір-екі сөз айтмақ істередім. Бұл 220 миллионлық мұсылман devleti ve asılda öz nüfus ile dünyanın 5. devleti ve Müslüman devletlerinden en çok yaşayan Müslüman insanları bilemiz. Indonezya'da 220 milyon civarında nüfus yaşayan Müslüman insanlar, Pakistan'da ise 178 milyon Müslüman yaşayır. Ve böyle bir tarihi caminin tanış olduk. Ve programımızı devam etemiz ve bizden şimdi canlı bağda Ulemalar Şurası'nın yolbaşçısı Süleyman Hoca Hayrullayev. Selamun aleyküm Süleyman Hoca. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar olsun Süleyman Hoca. Cümlemizge size de hayırlı olsun. Amin. Ve elbette ki bu akşamımızın da fayda ile geçirmege Allah Teala bizlerge nasip eylesin ve bugünkü mevzumuz seçtim sadaka hakkında. Ne içindir? Çünkü bilemiz Ramazan ayında insanlarga çok güzel ameller yapmak gerek ve bu amellerinden birisi neni insan yapabilir. Bu demek özünden, gönlünden çıkarıp bölüşmege öz mal mülkünen. Ve bu bölüşüvünün adı sadakadır. Aslında sadaka sözünün manası nedir? Nasıl bu sözünü anlamak gerek? Nasıl sözden ibaret ola ve çıxa tamırları? Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulillah. Pek mühim mevzudur hakiki Ramazan ayında. Çünkü sadaka bu insanın sadık olgan yürekte sadık olgan yüreğini gösterir. Çünkü sadaka sıdktan olur. Sıdkta yani insanın sadık olgan doğru olgan yürekte imanı bu sadıklıktır. Yani insan
hem sözünde doğru aytkan soyu, yani sadik aytkan soyu, Allah'a iman etken soyu, hem de yürekte. Sadaka vergen insan, bu insan onun yürekte olan imanını tasdiklaydır. Yani korsete ki ve ayta ki ben iman yürekte etterim ki ve bana vergem sadakam buna şahitliktir. Süleyman Hoca, aslında sadaka demek bizni imanımızını tasdiklagan şey mi? Doğru mu sizin anladım? Doğrudur. Doğrudur. Birinci manası budur. Aslında daha da bazı manaları var. Bu insanın malını temizleyen şeydir. Lakin en doğrusu bu yürekte olan insanın temizliğine ve sadık olan şeyini tasdiklar. Aslında Süleyman Hoca, sadaka meselesine geçsek, kimge bugünkü günlerde layık vermege? Yakınlarımızga mı, uzaklarımızga da, ya da kim en çok muhtaç ve ilahire? Bilmeyeyim ki şimdi baksak çok böyle ilanlar görebiliriz. Yemen, Suriye ve ilahire nerede pek fena alda adamlar yaşarlar, andaştı toplarlar, mında toplarlar. Çok yer kayda mülkün sadaka vermege, ama siz nasıl tavsiyeler verir ediniz? Ne yerlerge sadakalarımızı vereyik? Elbette ki insanın imkaniyeti olsa sadaka vermege, bu çeşit türlü muhtaç olan taraflara ya da insanlara bu sadakanı bölüp vermesi bu da çok güzeldir. Lakin insan misal için birinciden bakacak onun yanında olan muhtaçlar kim ki? Misal için akrabalardan, soylardan muhtaç soyları olan olsa, lakin pek yakın değildir. Çünkü misal için pek yakın olan soylara, misal için anan, baban ya da kardeşin ya da o yakın olan insanlar, misal için baban katlanan, onlara sadaka verilmeyi. Çünkü onlar muhtaç olsalar senin sana vaciptir, sana farzdır onlara yardım etmek. Lakin sadakayı ondan gayrı başka muhtaçlara verilir. Ve onun için yani pek yakın olmayan akrabalara birinciden insan onları bakacak. Onlarda muhtaç soyları var mı ya da yok. İkinciden komşular senin koyun ya da senin şehrin yaşayan yerinde, son senin vatanın yaşayan yerinde öyle yani insanların yani ya da sadaka vergen tarafına böleceksin ve en yakın birinciden başlayacaksın en yakın soylarından vermeyin. Lakin insan misal için görse ki bazı bir muhtaçlar, bazı bir fakirler birbirinden yani daha da çok muhtaçlar. O vakitte insan en muhtaç olan soyuna sadakasını verecek. Aslında endi keliniz sadaka beriliğinin manalarını tapmak isteyeyim. Bu terenligini misal bir hadiste yanlışmasam öyle geçe. Su ateşini söndürgeni gibi sadakalar da günahlarınızı silebilir. Bu böyle mana bizge ne öğretmekte ve mantık ne yerde men ağnap olamayım. Misal insan günah yaptı, bir insana yardım etti ve bu yardım etkeni işte bergeni onun günahlarını silemi. Şay mı? Birinciden hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bergen sadaka Allah'ın gadabını su gibi yani ateşini söndürür. Hadiste böyle geçiyor. Hepimiz biliriz ki insan birinciden vakit güzel amellerde Allah'ın razılığını tapmaya tırışır. Ve Allah'ın açığından ve Allah'ın gadabından uzak olmaya. Lakin
Allah subhanahu teala kemer vakit insana açılı çıka insan günah yapsa. O vakit Allah subhanahu teala'nın açığı var bazı bir insanlara mesela için. Bu insan sadakayı verse Allah subhanahu ve teala seviyor ki insanlar Allah rızası için sadakalarına ve muhtaçlarına yardım etken söylerini Allah pek sever. Ve bu amel Allah'ın yani gadabını, Allah'ın açılığını söndürür. Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki eğer bir günah etken amelden son yaxşı amelini onun ardından yapın. Ne için? Çünkü insan günah amelini yapsa, günahını kazansa o vakit ama da aşkacak ki güzel, doğru amel yapmak, bu güzel amel bu günahını silsindir. Onun için sadakayı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çok vasiyetler verirdi. Hatta Peygamberimiz Saidhane'de ozinzilerin hasta olan insanlarını sadakanın şifa etiniz. Yani tedavi insanlarını sadakanın yapınız. Niye? Çünkü insan sadakayı vergen son Allah subhanahu teala bu insandan gururlamaya başlar. Ve Allah subhanahu teala bu insanı sevmeye başlar ve etken duasını Allah kabul eder. Ve bu birinci taraf. İkinci taraftır. Sen vergen sadakayı muhtaç tarafı da sen için dua eder. Yani sen iki tarafından faydanı kazanırsın. Onun için sadakanın pek çok güzel faydaları var. Ve sadaka vermek meselesinde her insanın o günde böyle tehlike çıka. Ben şimdi sadaka versem de demek meni malım azlaşacak. Böyle fikirler gele birden başımızga. Ama bazı İslam dinimizin metinlerine göre sadaka insanın malını azlaşmaydır da çoklaştıra delini. Aslında bunu nasıl anlay bilemiz? İnsan bergende nasıl o da çoklaşa? Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de de وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. Yani siz Allah rızası için vergen sadakayı verseniz ki Allah bu sadakayı çoklaştırar. Yani ve Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de de مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Allah subhanahu teala diyor ki Allah'ın yolunda yani Allah rızası için vergen insanlar sadakaları onların sevabı ve onların bereketi malda olan bereketi aynı insan bir zerre saçar. Bu bir zerreden buğday ona değiller kolos değiller ona Tatarca unuttum adını ki bu 7 tane ondan osip çıkar. Eğer bir onun içindeki 100 tane soy var, 100 tane zerre var. Bunun manasıdır Allah subhanahu teala insanın sadakasına birinden 700'e çoklaştırar. Hem de bereketi insanın malını hem de sevabını. Onun için tali olmayan insana sadakalarını vermek gerekir. Çünkü bu Allah'la beraber bir ticarettir. Allah subhanahu teala sen Allah rızası için bir gümüş versen Allah sana bu başka taraftan 10 gümüş kaytarıp verecek. İnşallah. Ondan da 700 kere kat Allah da kaytarıp verecek. Onun için lakin bu insan temiz yürekten çıkargan sadakayı o vakit o insan bu sadakasının faydasına duyap olur. Ve sonki sualim Süleyman Hoca aslında siz endi programın başında aytkan ediniz ikinci manası sadaka
малны темізлей. Асылда bu haqda biraz tafsilatlı жағната білесіз, nasıl biz sadaqalarımızı berip, öz mal mülkümüzü temizleyimiz? Hepimizge bilmege gerekimiz ve hepimiz de tırışamız. Bizim aşağıdan yemeğimiz helal olsun. Ve bizim kazangan malımız helal olsun. Doğru mu? Allah subhanahu teala insan sadaka vergen insanğa bu sadakanın insan olgan malını bazı bir vakitlerde belkimdir insan helal tarafından kazanmadı bu malını. Ya da mesela için malını kazandı lakin bu malını Allah rızası için masraf etmedi. Vergen sadakayı Allah subhanahu teala vergen sadakandan bu bütün malını Allah subhanahu teala temizley ki ve helal etme. Lakin bir şart ne? İnsan istep yani aram yani tarafından para kazanmayacak. Belki bir insan mesela için para kazandı lakin bilmedi, görmedi. Bu parada bir parçası aram edi. Lakin bunu görmeyip aldı. Lakin bu insan bu parasına yaşay, emek aşay, ballarını aşattıra. Lakin Allah subhanahu teala vergen sadakandan bu parayı bütün helal ete ve helal tarafından bereket de koşay. İnşallah. Çok sağ olun Süleyman Hoca bizden bağlanğanınız için. Umut etem ki sizin bergen tavsiyelerinizni halkımız kullanıp da çok sadakalar vermege başlar. Allah razı olsun. Hatırlatam bizden Canlı Bağda Ulemalar Şurasının yol başçısı Süleyman Hoca Hayrullayev bulundu. Biz ise yayınımızı devam etemiz ve elbette ki Ramazan ayı Kur'an ayıdır ve Kur'an'ın hikmet çoğrağı adlandırabilemiz çünkü ne kadar onda hikmet insanlar çıkarabilir. Ve Kur'an-ı Kerim'nin en büyük suresi Bakara suresidir. Demek tercüme etsek sığır adı, karova. Ve her vakit insanlar sorarlar ve meraklanalar. Niçin bu surenin böyle adı? O içindir ki çünkü bu surenin içinde bir meraklı bir hadisi hakkında aytıla. Geliniz bu nasıl hadisiydi ve o hadisiyede bizge nasıl ders gelmekte bunu öğreneyik. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh saygılı ve hürmetli Müslümanlar. Kur'an hikmet çokrağıdır. Onun içinde çok hikayeler vardır. Ve Rabbimiz Allahu Teala o hikayelerini bizler onlardan özümüzge faydalı dersler alarmız degen niyetle bildirdi. Ve bugün sizlerge aytı vereceğim hikayelerden birisi bu Hazreti Musa aleyhisselam'ın zamanında Yahudilerge bir sığırını kesmek gerek olan emirle bağlı olacaktır. İşte bir gün Yahudiler sokakta ölgen bir insanı tapalar. Ama katil kim olganını bilmeyler. Yani o insanı kim öldürgenini hiçbir kimse bilmiyor. O sebepten Yahudilerin arasında bir dava çıkar. Onlar birbirine karşına çıkarlar. Hiçbir kimse habatının özüne almay. Hepsi birbirine başladılar habatlamağa. Ve bu meseleni çözmek için Yahudiler Musa aleyhisselam'ın yanına baralar. Ey Musa! Aramızda bir denesini öldürdüler. Ama katil kim olganını bizler bilmeyimiz. Sen bizlerge bu meseleni çözmege yardım etip olarsın mı dep soradılar. Hazreti Musa aleyhisselam ise cevabını böyle verdi. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً. Musa aleyhisselam ise öz kavmine böyle dedi. Allahu Teala sizlerge bir sığırını soymağa emir ete dedi. Yahudiler قَالُوا أَأَتَّخِذُنَا هُزُوًا. Ey Musa! Sen
sen bizim üzerimizden, üstümüzden külesin mi acaba? Yani biz sağa katil kim olganını tapıp bersen degen bir müracaatla keldik. Sen ise bizlerge Allah bir sığırını soymağa emir ete deysin. Olarının arasında ne bağları var? Dep soradılar. Musa aleyhisselam ise böyle dey. Kale a'udu billahi en akune minel cahilin. Cahillerinin sırasında olmaktan Allah'a sığınam. Yani men cahiller gibi sizin üzerinizden kulmayım dedi. Bu ciddi bir meseledir degen bir mananı bildirdi. Rabbimiz Allahu Teala Yahudilerge bir sığırını soymağa emir etti ama o emir yani sığırını soymak emri nenen bağlı olganını aytmay. Ve Yahudiler de o sığırını soymak nenen bağlı olganını bilmegenleri sebebinden sığırını soymamak için çeşit türlü gerek olmagan sualler başladılar vermeye. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. Ey Musa, sen öyleyse Rabbinden sora. O nasıl bir sığırdır? Dediler Yahudiler. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك. Musa aleyhisselam ayta Allah dey ki o öyle bir sığır pek karta değil ve pek yaştana da değildir. Orta yaşta olgan bir sığırdır dedi. Faf'alu ma tu'marun. Sizge emir olunganını yerine getiriniz dedi Musa aleyhisselam. Yani çok sualler vermeniz. Sizge Allah emir etti mi sığırını soymağa? Aman onu yerine getiriniz dey. Faf'alu ma tu'marun. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. Yahudiler hep Allah'a karşı çıkaydılar. Hep erişeydiler ve sığırını soymamak için kene sualler vermeye devam eteydiler. Ve soradılar. Ey Musa, ud'u lana rabbaka yubayyin lana. Sen sora Rabbinden. Ma lawnuha. O nasıl bir tüstedir? O sığırını tüsü nasıl? Kâle innehu yekûlu inneha bakaratu safra'u fâqi'u levnuha tesurun nazirin. Musa aleyhisselam ayta. Allah dey ki o sığırının tüsü açık sarı bir tüstedir. Açık sarı bir tüstedir. Ve o sığırga bakkan gözler kuvana dep cevabını verdi. Yahudiler hep kene erişmeye devam eteydiler. Ve sığırını soymamak için mana kıdıraydılar. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Ey Musa, sen Rabbinden sora. O nasıl bir sığırdır? Çünkü bizlerde olgan sığırlar hepsi birbirine oşaylar, dediler Yahudiler. İşte bu sualden son Rabbimiz Allahu Teala öz emrini ziyadesinin Yahudilerge kıyınlaştırdı ve Musa aleyhisselam onların suallerine böyle cevap verdi. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. Allahu Teala dey ki o öyle bir sığır hiç tarlada çalışmagan, yer kazmagan, su taşımagan, musallametun sağlam olgan, la şi'ete fiha ve terisinin üzerinde hiçbir benegi olmagan bir sığırdır dep cevabını verdi. قالوا الآن جئت بالحق. Ana endi her şey anık oldu dediler Yahudiler. Biz endi bilemiz nasıl sığırını soymağa dediler Yahudiler.
Ama sayılı cemaat, öyle sığırını tapmak yengil değildi. Yani pek kart olmagan ve yaş tana da olmagan, orta yaşta olgan, açık sarı tüste olgan, oğa bakkan közler kuvangan, tarlada çalışmagan, yer kazmagan, su taşımagan ve sağlam olgan ve terisinin üzerinde hiçbir benegi olmagan, tertemiz olgan bir sığırını tapmak yengil değildi. Yahudiler kıdırdılar ve tek bir kadından gayrı hiçbir kimsede öyle sığır tapıp olamadılar. Ve sığırının fiyatı ne kadar pahalı olsa da bile mecbur olup o sığırını satıp aldılar. Satıp aldılar ve soydular. فَزَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. Onlar o sığırını soydular ama soymamak için pek yakın edi dedi Rabbimiz Allahu Teala. İşte sayılı cemaat. Eğer de Yahudiler Allah'ın onlarga olgan emrini başında birden yerine getirgen olsaydılar, özlerine kelişken bir sığırını tapıp yengil bir şekilde bu meseleni çözgen sayılar idi. Yani özlerine kelişken bir sığırını soyar ediler ve bu mesele yengil bir şekilde çözülür idi. Ama onlar ne kadar sualler verdiler, ne kadar karşı çıktılar, Allahu Teala da onlara o kadar öz emrini kıyınlaştırdı. Ama ne de olsa da o sığırını taptılar ve soydular elhamdülillah. Sonrası ise sığırını soygan son Rabbimiz Allahu Teala o sığırını soymak olgan emir nenen bağlı olganını anlata ve böyle buyura. وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّرَأْتُمْ ف۪يهَا. Kana sizler bir adamı öldürdünüzdü ve birbirinize karşı çıktınızlar. Vallahu muhricun ma kuntum taktumun. Allah ise gizli olgan şeylerini ortaya çıkarır dedi Allahu Teala. Ve kulna deribuhu bi ba'diha. Sonrası o soygan sığırının bir parçasını alınız, onu urunuz de buyurduk dey Allahu Teala. Yahudiler, Banu İsrail halkı o soygan sığırının bir parçasını aldılar ve ölüge tigizdiler. Bu yerde bir mucize oldu. Yani ölü canga verildi. Ölü tirilmeye başladı. Ölgen insan tirildi, ayakta turdu ve onu öldürgen insan kim olganını, yani katil kim olganını tarif etti. Beni öldürgen insan emcemnin oğlu, iki doğmuş kardeşimdir deyip adını ayttı ve tekrar canını Allah'a teslim etti. Böylece Yahudiler, Banu İsrail halkı katil kim olganını bildiler, onu yakaladılar, tuttular ve cezaladılar. كَذَٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Böylece Allahu Teala ölülerini diriltir ve sizler düşünürsünüz deyip ayetlerini gösterir dedi Rabbimiz Allahu Teala. İşte saygılı ve hürmetli Müslümanlar. Bu hikaye bizlerge neni öğretti? Yani Rabbimiz Allahu Teala bu hikayeni, sığırını kesmek olgan emrini mübarek, mukaddes Kur'an-ı Kerim'in içinde ne niyetle bizlerge bildirdi? Ve bu hikaye bizlerge neni öğretti? Birinciden Rabbimiz Allahu Teala'dan bir emir geldi mi, sualler vermeyip, neçin öyle, neçin böyle demeyip, Rabbimiz Allahu Teala'ya karşı çıkmayıp, onu aman yerine getirmek gerekmez. Allahu Teala bizden de daha yaxşı bile, bizim için ne yaxşı ve ne yaramay. İşte Allah'tan bir emir geldi mi, onu aman yerine getirmelimiz.
Bu bir. İkincisi ise Allahu Teala'dan hiçbir şey gizlenilmez. Allah her şeyini bilir. Ve eğer Allah istese gizli olan şeyini ortaya çıkarır, meydana çıkarır. Bu iki. Üçüncüsü ise Allahu Teala'ya ölülerini diriltmek hiçbir şey değildir. Ve böylece kıyamet günü bütün ölülerini dirilteceğini bizlerge bildirmekte. Allah cümlemizden razı olsun. Allahu Teala onun emirlerini birden yerine getirgen kullarından bizlerine eylesin. Allah'ın selamı ile olunuz. İşte saygılı teleseyirciler, dinledik bu Bakara suresinin aynı bu hikayesinin manasını ve Allah Teala hepimizge bu hikayeden faydalı dersler almaya yardımcı olsun ve Allah'ın emirlerini birden yerine getirgenlerden olmak, Allah Teala bizlerge öyle insanlardan olmaya nasip eylesin ve programımızı devam etemiz ve növbetteki bağımız Kırım ve Biğazı Seyitler rayonunun Koyunyan kasabasından bağlanıp, andaki yaşayan Rişat Paralamov, Molla ve faalimizle bağlandık. Selamun aleyküm Rişat Bey, hayırlı akşamlar olsun. Aleyküm selam. Что-то или... Алло, eşitesizim bizni Rişat Bey. Вот сейчас лучше. Eşitemiz. Hayırlı akşamlar olsun Rişat Bey. Biğazı kasabаңızda Ramazan ayı nasıl geçiyor? Allah razı olsun. Sizge de hayırlı akşamlar olsun. İşte buna iftarını bekleyimiz. Ben belesem Biğazı kasabada hepimiz kim oraza tuta böyle umutla bekley bu vaktini. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan gibi iki şey Müslümanı kuvandıracak diye. Birinci bu iftar vaktinde sofralar donatılgan vaktinde biz gelip aç karnına oturamız, aşağımız, kuanamız. Yani bütün gün sabır yapıp. İkincisi ise bu Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala nasıl mükafatlar bizge hazırladı ahiret günde, yani tutan orazalarımız için sevaplar ne kadar kazansak ona karşı elbette mükafatlar, hediyeler olacak. İnşallah. Ona kuanacakmız. İnşallah. Aslında Rişat Bey, Ramazan ayı diler bu değişmek için da yaxşı olmak için bir fırsat diler. Siz nasıl düşünesiniz? Nenin bu bağlı ve aslında değişmek için özlerimizni da yaxşı yapmak için ne yapmalıyız? Elbette doğru aytasız. Maddi tarafından hepimiz oraza tutkan vaktinde aynımız. Aş aşamayımız, suyunu içmeyimiz, yani vazgeçemiz yemeklerden. Ama manevi tarafından herkes özünün, öz fıtratının, akılının, nefsinin çalışmaya gerek. Ramazan ayı elbette bu fırsat, siz aytkanınız gibi Müslümanlar için, çünkü bu ibadet ayıdır. Rabbimizge yakınlaşmak için, sevap yapmak için öyle bir aydır. Çünkü şeytanlar bu ay içerisinde zincirlere kapılacak, bağlı ola bizge büyük bir fırsat Allah subhanahu wa ta'ala ozu veriyor bizge. Yani kolaylaştıra bu tarafından. Elbette bu fırsatını biz kullanmak gerekmiz. Çokça ibadet yapmak gerekmiz. Sabırlı olmaya tırışamız misal. Yemekten vazgeçemiz. Tek yemekten değil de yaramay sözlerden vazgeçemiz. Yaramay davranışlardan vazgeçemiz. Sabırlı olmaya tırışamız bu ayda. Tek karnımız demek oraza tutmaydı, bizim ruhumuz da oraza tutmalı.
Evet, ruhumuzda öz faydasını almalı yani. İnşallah. Aslında bu ayını kasabаңыз nasıl geçiriyor? Teravih namazlar, iftarlar böyle kütlevi cemaatle toplaşıp geçirmege imkaniyetler var mı ya da yok? Kütlevi demek siz değilsiniz. Topluyen, cemaatle. Evet. Alışkanımız gibi yıllar evvelsi. Çok alışkanmız ama sonki yıllar maalesef biraz başkaça geçe. Bu Covid hastalıkla bizim muftiyat tarafından bilmeyeyim böyle onlar da bu fırsatını kullandılar mı? Allah onların niyetlerini de yaxşı biliyor ama öyle ayırmaya mesela 1,5 metre distansiya tutmaya teravih namazlarda olsun mu, cuma namazlarda olsun mu? Öyle fikirlerinin, öyle kaidelerinin hissetmeye çalışa camilerge. Bu hastalıktan sanki bizni kurtarmak için. Ama biz şeriat boyunca eğer baksak bilgenimiz gibi hasta adam camiye gelmez. Evde oturur. Tedavisini alır evde. Ama gelgen adamlar demek hasta değil. Cemaatin namaz başkaça okulmayı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bizine öğretti öyle de okumaya gerek. Hasta adam evde kala, gelgen adam elbette cemaatin birlikten böyle namazlarını geçiriyor. Ama iftar... Rişat Bey, bir dakikamız kaldı, yazıklar olsun. Bizim tele seyircilerimizge, seyretkenlerge neler tiler ediniz bu mübarek Ramazan ayı içerisinde? Bu mübarek ayında aytkanınız gibi bu fırsatının faydalanmak gerek, kullanmak gerek bu fırsatını. Elbette cemaatimizge, tek seyircilerge değil de bütün halkımızga, Müslüman ümmetimizge biz birlikte, beraberlikte Ramazan ayını geçirmeye isteyimiz. Allah'tan dualar dileyimiz. Müslümanlar beraberlikini birlikten eğer geçirse Ramazan ayını birbirine destek verse, destek kolunu, yardım kolunu uzatsa kıyın vaktlarını kolayla ötküzmeye inşallah birbirimize yardım etsek. İnşallah. Daha yaxşı olur. Çok sağ olun Rişat Bey, bizden bağlanğanınız için. Allah tutkan orazalarımızını, yapkan ibadetlerimizni, cümlemizni kabul etsin. Hatırlatam sayılı teleseyirciler, bizden canlı bağda Beyğazı kasabasının mollası Rişat Paralamov bulundu. Biz ise bugünkü programımızın sonki rubrikasına geçemiz. Bu tefsir rubrikası ve geliniz Tebareke Mulk suresinin 12. ayetinin tefsirini dinleyik. Bereketi rubrikamızga hoş geldiniz saygılı, hürmetli seyirciler. İşte Allah-u Teala bu Ramazan ayında hayırlı ameller yapmaya hepimizge nasip etsin. Tefsir dersimizde Tebareke Mulk suresinin 12. ayetine geçtik. Allah-u Teala bu tefsirinde ve bu 12. ayetinde şöyle ayetılmaktadır. Estaizu billah. İnnellezîne yahşavne rabbahum bil gayb lehum mağfiretun ve ecrun kebir. Sadakallahul azim. Rabbisine layık bir şekilde iman etken ve Rabbisine korkunla beraber gaybiyatka iman etken kullar var ki Allah-u Teala onlar için bağışlama ve büyük bir mükafat, ecir, sevaplar bol bol bergendir. İşte Allah-u Teala bu ayetinle bizlerge ne anlatmaya çalışıyor? Bizlerge öyle bir insanları müjdele ki bu dünyada Allah'ın istegen şeylerini yapkan ve istemegen şeylerden sakınganlar, uzak durgan insanlara işte onlara cennet bahçesi vardır. Onlar için bağışlama vardır ve onlar için bol bol sevaplar vardır anlatmaya çalışıyor. İşte ayetin tefsirine geçtiğimiz vakit bizler bazı sözlerge dikkat etmek gerekmez. Aslında yahşavne sözünün manası nedir? Haşiye sözünün manası ise
Başka ayetlerine biz baktığımız vakit göremiz ki Allah-u Teala Fatır suresinde şöyle buyurmakta. İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'ın kullarından, bendelerinden Allah'ını layık bir şekilde korkanlar yalnız alimlerdir. İşte Allah-u Teala bu sözün alimler sözünü kast ederek ne anlatmaya çalışa? Alimler kimlerdir? Alimler aslında İmam Malik rahimahullah Teala şöyle buyurmaktadır. İnnel ilme leyse bi kesretir rivaya ve innema el ilmu yec'alehullahu fi kalbi en-nur. Yani İmam Malik şöyle anlatmaya çalışa. Asıl olan ilim çok rivayet etmek değildir. Asıl olan ilim Allah Teala'nın insanın kalbine bergen nurdur. Yani eğer alim bir kimse olmak için alim aslında çok anlatkan, çok bilgen manasına gelmiyor. Ve bu konularda çok görüyoruz ki bazı insanlar çok bilim adamları ola, akademikler ola, lakin onların amellerine baktığımız vakit onların amelleri boştur. Canlılık, enerjisi yoktur. Asıl olan ilim insana Allah-u Teala öyle bir nur verir ki, öyle bir enerji verir ki o insanın kalbinde huzur vardır, sükunet vardır, huzur vardır, saadet vardır, baht vardır. Ve o insan Allah'ın isteyen şeylerini yerine getirip, onu bilip ve onun hayatında böyle öyle bir canlılık vardır, yaşam vardır. İşte alim olan kimse odur. Başka bir alimin sözüne dikkat etsek, mesela Sufyan es-Sevri şöyle aytmaktadır. Onu bir kısa bir şekilde aytsak, asıl olan alim haramını helal bilip, haramını da haram bilip ve bu işlerge, yani Allah Teala'nın insana göstergen emirlerine dikkat edip, onlarını bilip ve amel etken kimsege alim aytıla. İşte Allah-u Teala bizlerge bu ayette şöyle aytmak çalışa. Eğer sizler bu dünyada Allah Teala'nın emirlerini yerine getirip onun istediğin şekilde yaşasanız, Allah Teala sizlerge sizin fıtratınızga, sizin tabiatınızga ve yaşayışınızga bahtlılık verecektir. Ve sizler bu bahtlılık bu dünyada yalnız değil, gelecek dünyada da siz bahtlı olacaksınız. Allah Teala sizin günahlarını bağışlayacaktır. Allah Teala sizlere mükafat olarak bol bol verecektir, ecirler verecektir ve inşallah cennet bahçelerini nasip edecektir anlatmaya tırışa. İşte Allah-u Teala'nın bu ayetlerinde de gayb sözü geçmektedir. Yani gaybka iman etmek ne demektir? Gayb olan aslında onun terminolojisine dikkat etsek, biz görüyoruz ki gayb bir şeyini görmezden oğa iman etmektir. İnsanda 5 duygu organı vardır. Görmek, eşitmek, tilinin bir şeyini hissetmek gibi insanın olan duygu organlarıdır. İşte Allah-u Teala bizlerge gösterir ki biz Müslümanlar olarak cennetke iman etemiz. Onu görmeyik, lakin oğa iman etemiz. Cennetini de görmeyik, lakin oğa iman etemiz. Çünkü Allah-u Teala bizlerge Kur'an-ı Kerim'de göstergen bunu, anlatkandır. Ve peygamberler bunu bizlerge detaylı, yani etraflı bir şekilde açıklaganlardır. İşte bizler peygamberimizge akılla iman etemiz. Kur'an-ı Kerim'ge de aynı şekilde akıl vasıtasıyla iman ettiğimiz kesin bir şekilde. İşte Allah-u Teala bu kimselerge eğer bizler layık bir şekilde bunu iman etsek ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de gayb meselesine iman etsek, cennetke iman etsek, cehennemge de iman etsek ve onlardan Allah'ın azabından ağzımızı korçalasak, işte Allah-u Teala bizlerge bağışlama verecektir. Bizlerine afu edecektir ve inşallah bizlerge bol bol sevaplar nasip edecektir. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. İşte saygılı teleseyirciler, tefsir rubrikamızın da dinledik. Çok sağ olsun Şevket Hoca paylaştığınız bilgileri ile. Programımın sonuna gelgenikte ve sonki sözlerim bugün sizge, hepimizge bu Ramazan ayı aytkanımız ki
bu dеңішмек фырсатынен мұтлаққа қоланайық. Мұтлаққа түшінейік. Өз хаятымызны, өз әрекетлерімізні да яқшы не япа білеміз. Уфақ олса да, амма бір güzel әмел япып алышып қалсақ, о бізге келешекте бұйық файдалар кетіре білер. Чүнки Раббымыз Аллаху Таala Пейғамберіміздің хадисінде кешкені кеби, Аллахқа уфақ güzel әмеллер бұйықлерден да güzel қаршыланыла дей, егер олар даими япылса. Әбетті біз тырышмақ керекміз, уфақтан башлап, күн даими оны япмаға ве иншаллах келешекте де балабан мувафақиелерінің сайбы олармыз. Рамазан берекетті программасыны сейреттіңіз, елеклерді көрішейік. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 ел девамында Қырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетіні 28 yaşında нешір еті башлады. Номан Челебиджихан Қырым татар милли құрылтайны 33 yaşında тізді. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Latin әлифбесini Türkiye devletlerге teşvikat etti. Президент України Володимир Зеленський оглянув передові позиції на межі з окупованим Кримом. Оглянув бліндажі, окопи та систему укріплень, а також відвідав базовий табір Збройних сил поблизу селища Чаплинка та поспілкувався з військовими. Провів нараду щодо безпекової ситуації на адмінмежі з тимчасово окупованим півостровом в Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Одеській і Миколаївській областях. Служу українському народу. Бачимо наші позиції, перевіряємо оновленість з точки зору техніки наших бійців, наших бригад. Дуже важливо, як на передовій, так і в резерві. Бачимо стан нашої армії, стан наших військових, технічний і психологічний, що також дуже важливо. Один український воїн загинув, ще троє дістали поранення на Східному фронті. Їх авто підірвалося на невідомому вибуховому пристрої. Поранених бійців терміново ушпиталили. Вони в задовільному стані. Ще один воїн минулої доби дістав уламкове поранення поблизу Зайцевого на Донеччині. Там окупанти били з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Ворог гатив вздовж всієї лінії фронту з мінометів 82-го та 120-го калібру, гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру. Ворожі провокації українські захисники подавили вогнем у відповідь. А за даними розвідки, окупанти тренують свої артилерійські розрахунки, облаштовують хибні рубежі оборони та пересувають муляжі техніки. Зафіксовано і перекидання з Росії партії боєприпасів. Також окупанти продовжують всебічне забезпечення діяльності частин 1 та 2 армійських корпусів Збройних сил Російської Федерації. Зокрема, протягом минулого тижня через неконтрольовані ділянки державного кордону України з території Російської Федерації на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях переміщено понад 2,5 тисячі тонн пально-мастильних матеріалів. Автомобільною технікою доставлено боєприпаси різної номенклатури загальною вагою близько 30 тонн. Російський консул в Одесі став персоною нон-грата і повинен покинути Україну до 30 квітня. В МЗС заявили, що це крок у відповідь на видворення з Росії співробітника посольства України в Москві. В українському дипломатичному відомстві розцінили це як продовження антиукраїнської кампанії і черговий прояв ворожих дій.
Мілітаризація Криму – це загроза не лише для України, а для всього людства. Таку думку висловив лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв, обговорюючи загрози для корінних народів під час війни. Серед таких він назвав стрімке заміщення населення, тих, хто був вимушений покинути Крим через загрозу репресій. За час окупації півострів покинули щонайменше 80 тисяч кримських татар, каже Джемілєв. Натомість загарбаний Крим заселяють прибульці з Росії. Такое впечатление, что как будто бы России не хватает своей земли, это 17 миллионов квадратных километров, и они спешно стараются заселить захваченный полуостров. По официальной российской статистике, которая, как правило, лжет, конечно, они говорят, что переселили за 7 лет якобы 215 тысяч своих граждан. Но наши подсчеты как минимум показывают около 600 тысяч. Ну, варіюється від 600 тисяч до 1 мільйона. Ці та інші злочини окупаційної влади залишатимуться в порядку денному ООН. Про це заявив представник України в організації Сергій Кислиця. Він наголосив, що українці та кримські татари потерпають від порушення політичних, культурних та мовних прав. Ситуація з порушенням прав кримських татар свідчить про загальне різке погіршення ситуації на окупованому Росією Кримському півострові. Ми будемо зберігати пильність і тримати питання корінних народів України на порядку денному ООН. Це, звичайно, передбачає зняття незаконної заборони на діяльність меджлісу, накладеної російською окупаційною владою в Криму. Authorities in Crimea. В Алупці закривають останній дитячий садок. Фактично він не працює з червня минулого року, бо окупаційна влада вважає будівлю аварійною. Хоча за результатами експертизи тут цілком можна навчатися ще щонайменше 10 років. А поки малечу розганяють вчитися до Сімеїза, Кореїза та інших навколишніх селищ. Наших детей нигде не ждут. Вот в прошлом году уже на полгода садик закрыли. То есть детей пораскидывали по всем садикам. У нас соседи ездили в Коцевеле. Это на минуточку 45 минут на автобусе в одну сторону. Это во сколько должны встать дети и родители, чтобы поехать в Коцевеле? Это во-первых. Это просто надо мне бросать работу, чтобы возить куда-то ребенка. Чтобы я систематически каждый день не опаздывала с утра и не отпрашивалась раньше вечером. Найближче дитсадок в 5 кілометрах від Алупки. А для дітей це справжній стрес, жаліються батьки. Что будет с нашими детьми? Распихать их по группам, как в прошлом году? Разновозрастные группы были, с 3 до 6 лет. Как это? Взрослые дети, малышей обижали. Об образовании в такой группе не идет речь, потому что это невозможно организовать образовательный процесс в группе, где такие разновозрастные дети. Да и в принципе Второй дети страдают. Да, они страдают, они плакали. Очень тяжело ребенку понять, что происходит, почему его не ведут к воспитательнице, к которой он вот только привык. Яка подальша доля Алупкинського садочка, невідомо. Окупаційна влада ігнорує запити місцевих жителів і вже рік обіцяє виділити ділянку для нової будівлі. Але люди в це не вірять. Мають підозру, що хтось накинув оком на вартісну землю південного узбережжя. У нас на южном берегу все ведется к тому, чтобы все развалить, разрушить. Очень почему-то ничего не делалось многие годы, и все идет к тому, что просто его признают аварийным, выставят на торги, купят какое-нибудь частное лицо и построят гостиницу. В окупованому Сімферополі вийшли з ладу відразу 59 ліфтів. Невідомі вкрали пружини, які служать для безпеки руху. Швидко полагодити їх не вийде. В окупованому Криму таких пружин немає. Їх на силу знайшли в російській Казані. Що це, диверсія або крадіжка, тепер з'ясовують окупаційні поліціянти.
Тих, хто одужав, знову більше, ніж нових інфікованих. 7915 нових пацієнтів з COVID-19 виявили в Україні минулої доби. Одужали при цьому 17391 людина. Ще 432 померли внаслідок хвороби. Найбільше нових пацієнтів на Одещині, Донеччині, Полтавщині, Запоріжжі та в Києві. Столиця, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, буде наступним містом, яке вийде з червоної відразу до жовтої зони епіднебезпеки. Це означає пом'якшення карантину. До того ж, за словами міністра Степанова, третя хвиля коронавірусу йде на спад. Порівнянні минулого і позаминулого тижня кількість захворівших зменшилася з майже 92 тисяч до 77 тисяч. Також кількість госпіталізованих людей за тиждень в порівнянні з позаминулим тижнем зменшилась на майже 3400 осіб. Все це говорить, ці цифри, перш за все, говорять про те, що ситуація стабілізується. А окупаційна влада Криму нарахувала 122 нові випадки COVID-19. Ще 5 людей померли внаслідок хвороби. Тоқта дейлер маңа. Тур, ашықма о қадар. Бір олажақның өз заманы, вақыты бар. Дейлер сабыр еткен, мұтлақ мұрадыны тапар. Санки менің сабыр етмеге вақытым бар. Күнде гүлде, саниелер сайлы екенде, бабасыз оскен балалар көз яш төккенде, топрағым душмандан жефа чеккенде, дейлер ки, кечер бұл, құлақ асма о қадар. Санки менім, башқа бір ватаным бар. Айды ғурбетте ирыштым дүния малына. Доланасың енді етрафта, саллана. Қайтмаға доғмыш бір евің олмаса, шу дүнияны фетиқ еткенсің. Не файда? Біздене сабыр етмеге вақыт. Не де башқа ватан бар. Сусмаға девам еткенже, бұл зұлым бізні де ютар. Беклемеді құш аваны, тазе мефтаны мезар. Бізім шу истиқляльна беклегеніміз қадар. Ал бұрыны, юр кетейік яйлаларға. Чал бір ава, чал бір пешрaf, бір қайтарма. Чал бір нағме, барсын етсін йылдызларға. Чал, ақса да берсін дауыш далғаларға.
Мен бар сесім іле ерлайымче ай ольмен. Эм Порт-Артур, эм Шомполны, Уралдағыны. Сесім кетсін, эм долансын Қырымны. Барсын етсін бұжақларға, таманға. Ерларым мен бар сесімнен елге қаршы. Батақларны қайнатып, сел ақтырып. Барыме қастетмеңіз ел ұзатып. Бар келір, ұқым сүрер, ақылы олып. Ачар вишнем көпіріп, ачар бадем. Филис атар қадимдағда ағачлар. Шымал беттен келген суық боранлар. Yok olacak. Kaçar, bakır, borudan. Assalamu alaikum, xayrlı akşamlar, saygılı ATR телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасына сериетесінің Сейф ATR Қырымның сесі яйында олмалы марафон черчевесінде студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам ве невбетеке 45 даққа девамында Қырым ве Қырым етрафында юзберген сонки хаберлерні музакере етежекміз. Сізде бізім яйнымызға қошыла білесіңіз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасына тақдим еті 073-419-41-58 Viber vasıtasıyla stüdyamızga telefon açmağa imkanınız var. Ya da Skype adresimizni de kullanabilirsiniz. atr.tv bizim adresimiz. Buyurunuz, telefon açınız, suallerinizni seslendiriniz, fikirlerinizni ifade etiniz. Sizin sesiniz bizler için pek mühim. Malum olğanı ki bu geçken haftadan başlayıp bu hafta Birleşken Milletler'in teşkilatı çerçevesinde 20. sesiyanın çerçevesinde tamır halklarının sualları ile bağlı daimi forum ötkərili ve bu forum çerçevesinde birçok diğer teşkili tedbirler de geçmekte. Hususan Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin bildirgenine ko'ra sayt eventlerde ötkərili ve böyle tedbirlerden birinde Kırım Tatar Milli Meclis Reisimiz Rifat Ağa Çubarov çıkışta bulundu ve bu tavsiyatlarını ve diğer meselelerini onun laf etmeye şimdi hazırmız. Rifat Ağa, selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Rifat Ağa, Birleşken Milletler'in bu nevbeteki forumunda sizge çıkışta bulunmak teklif etildi ve siz çıkışta bulundunuz. Benim anlağanıma göre çok sürmedi. Fakat mühim aytılganlar hakkında bizlerge tarif etiniz lütfen. Şimdi 19. April'den başlayıp bu ayın 29. April'e 10 gün devamında Birleşmiş Milletler yanındaki Tamırlı Milletlerin devamlı forumunun toplantısı her senede ötkərilgen toplantı geçi. Bu 20. toplantı ve bu toplantının devamında bizler Kırım Tatar Milli Meclis olarak, çünkü Kırım Tatar Milli Meclisimiz Birleşmiş Milletler Teşkilatı yanındaki bu Tamırlı Milletlerin forumunda resmi orada tanınmış ve o sebepten Kırım Tatar Milli Meclisi'nin çalışmalarını bir grup arkadaşlarımız her gün bu sesiyanın toplantılarında iştirak ederler ve onların içinde gençlerimiz de var, korumlu siyasetçilerimiz de var ve bu sesiyanın toplantılarında İşte Emine Cepparova söze çıktı misal için Ukrayna Dışişleri Bakanı birinci yardımcısı. Söylediğimiz gibi Kırım Tatar Milli Meclisi konuştu. Yarın bir Eskender Bey Kırım Tatar Milli Meclis azası konuşacak. Orada gençlerimiz Ludmila Karatkih,
Süleyman Mahmutov, onlar da orada gösterildiler. Ondan da başka bizler TÜNEV'in bu sesyanın çerçevesinde side event, ayrı bir toplantı otkerdik ve bu ayrı toplantını Kırım Tatar Milli Meclisi ve Kırım Tatar bu resurs merkezi ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı beraberlikte alıp bardık, hazırladık, alıp bardık ve TÜNEV'in orada arkadaşlarımız rahat bu Kırım'daki durumunu, Kırım Tatar milletinin bugündeki durumu ve geleceği ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin rolünü, bularını biz tek kendi aramızda değil de 40'tan ziyade bizi bu toplantımızga diğer ülkelerden ve diğer tamirli milletlerin teşkilatların temsilcileri katıldı ve orada bu internette bu hepsi açıklanmış idi YouTube'da. Orada Litvanya, Letonya, Polonya'nın büyükelçileri de söze çıktılar. Bu Tamir Halklar ile bağlı forumunda artık yok olmağa başlayan halklar da çıkışta buluna ve bunun beraberlikte birçok çıkışta bulunganlar sırasında Rusya'nın Tamir Halklarga karşı böyle etnotsit gerçekleştirgenini ve Tamir Halklarının haklarını ihlal etkenini bozganını da çıkışlarında aytkan edi ve hususan Kırım Tatarlar olarak siz de bunu kaydettiniz. Bu çıkışlarının nasıl bir tesiri var Rusya'ya? Şimdi bilirsiniz bu tamirli halkların böyle forumundaki çıkışlarını böyle devamlı dikkat etsen çok böyle farklı duygulara gelirsin. Çünkü çok ülkelerden tamirli milletlerin temsilcileri olganını gibi ya da durumlarına göre anlatalar, bir şeyden korkmaylar. Ya da korksalar da onların ağızlarını birisi kapatmay. Ama Rusya'ya geldiğimiz vakit şimdi sonki seneleri öyle oldu ki Rusya'nı temsil etken bu tamirli milletlerin vekilleri hiç böyle kendi istediklerini orada anlatmağa, söylemeye böyle becermeyler. Çünkü onlara bu yasaklandı ve oradaki bu tamirli milletlerin vekilleri söylediği hepsi Rusya Federasyonu'nun hükümetinin pozisyonuna gelişi gerek. Eğer uymasa o vakit böyle şeyler mümkün değil söylemeye ve çok yazıklar olsun bazı Rusya'nı temsil etken tamirli milletlerin vekilleri sözge çıktıkları vakit kendilerin meselelerini anlatmak değil de bize karşı çalışıyorlar. Bana işte Kırım Tatarlar öyle dediler. İşte Kırım'da yaşaması çok yakşı iken bu Rusya'nın toprağı da bilmeyen başka bir şeyler. Ve o sebepten Ukrayna'nın bu fırsatlarına göre Rusya'daki tamirli milletlerin durumunu buradaki kişiler anlatmaya tırıştılar ve bu hepsi gerek çünkü orada şimdi bu sene elbette bu koronavirüs pandemi sebebinden hepsi New York'ta toplanmadılar. Fazlası böyle internetten bağlanalar ama hepsi birbirlerini çok gözley ve dikkat ettiler ve Kırım Tatarların misal için durumunu ve Kırım Tatarların şimdiki bütün bu ağırlıklarını ve çalışmalarını dünyanın her bir köşesinde tamirli milletler olan yerde her bir yerde bilirler. Çünkü sonki senelerde 2014'ten sonra bizler her sene büyük böyle gruplarının Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nı böyle boş bırakmadık. Arkadaşlarımız sağ olsunlar, yaxşı çalışıyorlar. Bu Tamir Halklar meselesine devam ederken de çok müzakere etilgen ve şimdi tillerde olgan bir meseleni ve sualını sizden de eşitmege, öğrenmege ister edik. Çünkü benim stüdyama geçenlere Gayana Hanım bağlangan edi, İlmiye Umirov bağlangan edi ve yakın zamanlarda Tamir Halklar ile bağlı kanun leyhasının kabul etilmesi ihtimali var eken Ukrayna parlamentosunda degen böyle sözler şimdi kete. Bu hakikat mı Rifat Ağa? Gerçekten de mi 18 Mayıs'ta biz böyle Allah'a şükür ende güzel bir haberle karşılaşabiliriz? Şimdi TÜNEV'in bu işte side event ya da tögerek masanı otkerdiğimiz vakit bu tögerek masada Oliver
Lode, bu Estonyalı bizim yaxşı bir dostumuz ve evvelde o New York'ta Tamırlı Milletlerin bu oradaki kuruluşların azası idi. Ve o moderatörlük yaptığı vakit böyle bir fikir söyledi. Dedi ki bakınız dedi daha 8-9 sene evvelsi Ukrayna devletinin temsilcileri ve Kırım Tatar milletinin vekilleri New York'ta ayrı ayrı bu toplantılarda iştirak ederler de ve birbirlerine destek etmeye böyle sebep de yok idi. Çünkü devlet tarafından, Ukrayna devleti tarafından bu Tamırlı milletlerden bağlı Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan çalışmalarda böyle bir aveslik yok idi. Ama Kırım Tatar Milli Meclisi bu bütün hazırlanan Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan leyhalarına kendi hissesini Kırım Tatar Milli Meclisi koşmaya çok çalışmış idi o zamanları. O vakitteki çalışkan arkadaşlarımız da çok sağ olsunlar. Ama dedi Oliver Lode, işte bugünleri dedi Allah'a şükür her bir çalışmalarda hem devlet hem Kırım Tatar Milli Meclis beraberlikte çok projeleri yerine getirmeye çalışıyorlar ve bazı yerlerde Ukrayna devleti biraz ogde gitmeye başladı. Misal için Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından 2022-2032 sene Tamırlı milletlerin ana dilinin 10 yıllığı ilan edildi. Diyeceğim gelecek seneden 10 yıllık başlana bütün Tamırlı milletlerin dillerini saklamak için. Ama Ukrayna devleti misal için bu sene daha bu resmi başlangıçını beklemeyip de bazı kararlarını aldı ve sağ olumuz ATR televizyon kanalı bunlarını çok derece anlatmıştı. İşte bu Kırım Tatar dilinin geleceğin inkişafının konsepsiyası, Latin elifbesine çevirmesi yazılarımızı o da kararlar alındı. İşte bunlarını söyleyen son dedi ki ama bundan toktaması hiç mümkün değil. Ve şimdi Kırım Tatarlar bekleyen kararlarını ya da kanunlarını tezce kabul etmeye gerek deyip işte Oliver Lode böyle bir toplantımızı açmıştı ve gerçekten de ben de söze çıktığım vakit dün evin dedim ki en mühim çalışmalarımız daha ogde, onlar daha yapılmadı ve devletler ne kadar Tamırlı milletlerin durumlarını iyileştirmek için yapsalar da ama borçları o kadar çok ki bu yaptıkları yeterli değil ve Ukrayna'ya geldiğimiz vakit aynı şu sebepte ben çok uzattım cevabını sizin sualinize. Bilirsiniz ben adımlar sonlanacak yapılmayacak çok şeyleri böyle sonlanacak açıklamayayım ama bizler şimdi çalışıyoruz. Elbet isterdik ki bu uç hazırlanan leyha bir kereden bakılsın. Orada hem Tamırlı milletler, Ukrayna'daki Tamırlı milletlerin için kanun ve Kırım Tatar milletin statüsü ve Ukrayna Anayasasına giderilecek Kırım'la ve Kırım Tatar milletine bağlı denişmeler. Ama anladığımıza göre bu uç kanun bir kereden böyle yapılmayacak diyelim, teklif edilmeyecek. Ama Tamırlı milletler, Ukrayna'daki Tamırlı milletlerin statüsü, bu kanun biz bekleyiz. Böyle bir diplomasi şeklinde söyleyeyim. Ukrayna Cumhurbaşkanı tarafından yukarı şuraya teklif edileceğini biz bekleyiz. Ve Mayıs'ta bu teklif edilecek. Ve teklif edildiği sebebi de gelecek bu Kırım platformaya yetiştirip bu kanunu kabul edilmesi. Elbette ondan başka da bir Cumhurbaşkanı'nın emirinin leyhasını da hazırladık. Bu meclis çalışmalarından bağlı. İnşallah bu iki dokümentler Mayıs ayında Cumhurbaşkanı tarafından açıklanır. İnşallah çok güzel haber verdiniz. Rifat Ağa çok kullandırdınız. Hakikat bizni şimdi seyretken vatandaşlarımız. Siyasette bilesiniz. Ben bunu kullandırmak için değil. Biz bunu çalışmalarımızı göstermek için söyledim. Ama yarın bir gün Allah göstermesin beklemediğimiz yerden bir türlü zorluklar, ağırlıklar çıkabilir. Ama burada ne söylemeyi isteyeyim? Ne kadar böyle
beklemediğimiz böyle ağırlıklar çıksa da biz kendi hareketimizi devam edeyiz da bir şey bizi toktatmasın. Hakikat endi biz anlaymiz bu siyaset çeşit türlü zorluklar çıkabilir fakat endi boyli seviyede bu meselelerinin laf etilmesi ve seslendirilmesi bu endi bir yaxşı signaldır dep düşüneyim. Mına Rifat ağa küçük bir böyle detal benim anlağanıma göre mına siz aytıp geçken kanun loyihalari bu endi Kırım Tatarlar tarafından tasdıklangan ve Anayasa Komissiyası tarafından işlep çıkarılgan kanun loyihalari hakkında söz ketedi. Doğru mu? Yani ikisi. Şimdi bu loyihaları çalışmaların esasını aldılar. Gerçekten de onun etrafında çalışıyorlar. Misal için ben bu Tamırlı milletlerin statüsünden bağlı kanununun sonki denişmelerini misal için yarın göreceğim. İnşallah yarın göreceğim. Ona hazırlanan ve çalışkan arkadaşlarla bugün geliştik. Böyle düşünüyorum ki inşallah onlar böyle çok terin denişmeler gidirmezler. Çünkü biz hazırlayan kanunlar, loyihaları onlar çalışmaya aldı. Tunev'in Rustem Beyumerov Golos Firkasından millet vekilimiz 18 Mayıs'a hazırlangan Kırım platforması dep adlandırılgan kanun loyihalari hakkında aytıp geçti. Bu bir-birinin bağlı şeyler mi ya da farklı şeyler hakkında söz ketedi? Çünkü detaylarını vermedi Rustem Bey. Şimdi gerçekten de diyeyim de bu aslında bu sene Kırım'la bağlı çalışmalarını böyle bir koordine etmeye biraz ziyade fırsatlar oldu da ve çünkü bu koordine meselesi çok önemli. Bir taraftan milletvekilleri çalışıyorlar. Bir taraftan bu Dışişleri Bakanlığı var ya da diğer bakanlıklar. Üçüncü taraftan Cumhurbaşkanı var, hükümet var, meclis var. Ve Allah'a şükür bu sene biraz koordine yapmaya o kadarlık akılımız hepimizin yetti de ben şimdi meclisi demeyeyim. Meclislere bakın bu birlikte çalışmaya hepsini çağırır dedi. Ve o sebepten bu ötkerilecek Ağustos ayındaki Kırım platforma böyle bir ayrı bir sebep gibi oldu. Koordine yapması için ve Rustem Umerov söylediği bu işte bundan bağlı ve gerçekten de Mayıs ayında, Haziran, İyun ayında bazı bu seslendirilgen kanunları parlament tarafından kabul edilmesine işler alıp varırlar ve bu kabul edileceğin içinde işte bu Tamırlı milletlerin statüsünden bağlı kanun orada onu da hazırlayın. Ben şimdi Mayıs'ta demeyeyim, Mayıs'ta bu Cumhurbaşkanı tarafından parlamente yollanacak bu kanun. Ama parlamentin kabul edilmesi aşağı yukarı bir ay sürebilir. Ya da İyun ayında ya da Eylül ayının başlarında olabilir. Yani herhalde sammit'e kadar kabul edilmesi ihtimali var. Şimdi bakınız ev sahibi Ukrayna'nın hükümeti ya Ukrayna Cumhurbaşkanı büyük bir toplantı hazırlay ve çok böyle ülkelerden cumhurbaşkanları ya da hükümet başkanları gelecek ve ev sahibi boş kollarının bu toplantıya gelmesi mümkün değil. Mantıklı. O sebeple biz de bunu yaxşı duyduk ve beraberlikte çalıştık. Rifat ağa, da laf etmege istegenim bir mesele var sizden. Bu geçenleri Cumhurbaşkanı ofisinin mesliyatçısı Sergey Kunitsin'in SUV ile bağlı aytkan sözlerine kıymet kesmenizni ister edim. Çünkü hakikaten de çok böyle açıvlandırdı dep aytmağa mümkün. SUV meselesini Joker olarak kullanıp hatta alışveriş gibi tekliflerde bulundu gibi geldi mana Sergey Kunitsin. Nasıl düşünüyorsunuz? Bu onun böyle sabah uyandı bunu aytmak fikrinde mi bulundu? Ya da hakikaten de başka bir neticelerini çıkarmak mümkün. Belki diğerlerinin fikirlerini retranslasyon etkendir sadece. Şimdi ben başka medyaları reklam yapmayayım da ama ne olsa da Tunev'in bu Kırım Reali radyosunda biz Sergey Kunitsin'in biraz bu tartışmalarımıza devam ettik de o sebepten şimdi biz beraberlikte bazı incelikleri yetiştirmesek o vakit arkadaşlar orada bakabilirler. Ben de şaştım bu Sergey Kunitsin geçen hafta Cuma günü akşam bu televizyon kanalında Savik Schuster'ın yayında
açıkladığını su meselesi. Çünkü bizim pozisyonumuz burada her vakit hepsine böyle bilinmiş. Birinciden tek oradaki yaşayan insanlara su kullanması Kırım'da su yeterli. Kırım'da su yetkisizliği ya da yetiştirmediği başka meselelerden bağlı. Çünkü Kırım'a şimdi Rusya Federasyonu yüz binlerle kendi milletini getirip orada yerleştirmeye getirirse ve o getirilgen kişilerine çok katlı binalar kurarlar ve elbette bu yeni getirilen yüz binlerle kişilerine o kadar orada Kırım'ın suyu yetmeyecek. Bu birincisi. İkincisi şimdi oraya bu Dnipro üzerindeki su oraya yeniden yollansa Rusya işgalcileri orada daha çok ziyade kuvvetleşecekler ve Kırım'ın azat edilmesi aslında bizim bir şansımız olmayacak. Bu üçüncüsü. Üçüncüsü ise şimdi ne demek anlaşma kurmak olarının anlaşma imzalayıp da onlara su satmak. Toktanız bu bizim evimiz. Bizim evimize banditler geldiler. Bizim evlerimizde ev sahiplerini onlar ayak dibine aldılar. Şimdi birisi onlardan böyle su pazarlığı yapmaya isteyin. Şimdi böyle söylemek bizim pozisyonumuzu Kırım Tatarların ya da Kırım Tatar Milli Meclis azaların pozisyonunu biraz yumuşaklaştırmak için başlaylar bizi anlatmaya. İşte orada da bizim insanlar, onlar susuz. Elbette orada çok böyle hocalık için misal için pirinç keslemesi ya da bilmeyin buğdayları evveldeki gibi bakmasına o kadarlık gerçekten orada su yoktur. Ama su olmadığı sebebi tek bir. Moskva, Kreml, Putin ve su Kırım'ı suya ziyade su Kırım'a verecek olan kişiler birinciden pazarlık meselesini düşünmesinler de bu sebebini nasıl yok etmeye ona yollarını arayır. Moskva, Kreml, Putin. Bana bu sebep. Ama son olarak Ukrayna hükümetinin yani Ukrayna devletinin su meselesinde tutumunun memnunsunuz mu? Ayrı kişiler farklı şeyler aytabilir. Lakin Ukrayna devletinin tutumu, pozisiyası. Elbette şimdi ben demin onu da söylemiştim. Bakın şimdi ne oldu? Bu bir ay evvelsi Ukrayna Güvenlik Şurası, Güvenlik ve Müdafaa Şurası, Rada Nasyonalne Bezpeki i Obrony, onların tarafından Kırım'ı işgalcilerden azat etmek için bir strateji kabul edilmişti. Ve bu stratejide orada ayrı bir madde var. Bu maddede yazılmış ki Kırım'a su azat edilgen son verilecek değil. Böyle bir madde var. Ve bu stratejiyi Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski kendi emrine kabul etti, imzaladı. Ve şimdi Putin kim ki? Putin bu Cumhurbaşkanı'nın ofisinde danışman, sovetnik. Ve danışman bu prezident imzalayan şeyleri bilmeyip de kendi pozisyonundan her vakit böyle atlayıp çıkacak olsa bu aptallık. Başka bir şey değil. Ve ben bunu Putin'e söyledim. Sen başta ağzını açmazdan o günde senin patronun ne söyledi? Onu bak. Senin patronun dedi ki Kırım'a su tek işgalden sonra verilecek. Ve tek ağızdan söylemedi. İmzaladı bunu. Çok sağ olun Rifat Ağa. Biz ile bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için. Крым Татар Milli Meclis Reisi Rifat Чубаров biz ile canlı bağda edi. Но мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Бугунь». И я готова пригласить сейчас к нашему эфиру Ігоря Попова, народного депутата України 8-го скликання, заступника голови Верховної Ради з питань запобігання протидії корупції. Пане Ігорю, вітаю вас. Ассаляму алейкум.
Доброго дня. Пане Игорю, я бы хотела с вами обсудить сегодня следующие новости. Вот прошло такое информационное сообщение, что президент Украины Зеленский призвал обновить формат переговоров по Донбассу. По его мнению, речь может идти о расширении нормандского формата. И более того, Зеленский считает возможным организовать какой-то отдельный формат с другими странами, серьезными и мощными игроками, которые хотят помочь Киеву в прекращении вооруженного конфликта на востоке Украины. Насколько это реально, насколько это целесообразно? У нас есть минский формат, у нас есть нормандский формат. Есть ли смысл создавать еще какой-то другой формат? Поможет ли он урегулировать ситуацию на востоке Украины? Ну, насколько я правильно понимаю, заявление президента Зеленского, в ходе его консультаций с мировыми лидерами он увидел, что есть еще ряд стран, которые могли быть полезными как посредники, как помощники в урегулировании военного вопроса. И то ли их будут привлекать и добавлять в нормандский формат, то ли будет некая большая конференция, то ли это будет в формате двусторонних отношений, челночной демократии. Это уж покажет практика и согласие всех сторон. А то, что сам лишь нормандский формат удерживал нас от большой войны, но не решил все вопросы, это очевидно, и поэтому чем больше союзников мы сможем привлечь к переговорам, тем, возможно, больше шансов будет на успех. Сейчас очень активно обсуждается вопрос кластеров, и глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что кластеры для имплементации Минских соглашений, которые в нормандском формате разрабатывают по инициативе Франции и Германии, могут стать основой для дорожной карты по урегулированию ситуации на востоке Украины. Есть ли у вас понимание, что такое кластеры, что они предусматривают и каким образом они могут помочь имплементировать Минские соглашения? Ну, официально никто не публиковал проект кластеров, потому что это рабочий документ, и дипломатии, в принципе, не принято публиковать неокончательные документы. Но российская сторона, к сожалению, допустила такой слив, и одно из российских изданий месяц назад их опубликовало. И наши не отрицают, что да, это один из рабочих вариантов. Он ни в коем случае не окончательный. Что такое кластеры? Это еще одна попытка сделать то ли Минск-3, то ли дорожную карту выполнения Минских соглашений, чтобы развить те соглашения, которые, возможно, 7 лет назад или 6 лет назад были более актуальны, а сейчас мы видим, они не работают. Отказываться от них нельзя, но надо предлагать что-то, что будет более реально к исполнению. Вот французы и немцы предложили вот так называемые кластеры. Те проекты, которые я читал, они логичны. Там многое повторяется из Минских соглашений, многое расшифровывается, потому что все стороны читали по-разному. В сегодняшнем заявлении Андрея Ермака очень важна та деталь, что он сказал, что мы с удовольствием берем за основу проект кластера. Мы предоставляем свои рекомендации, замечания, дополнения. Но, что сказал Ермак, для нас принципиальный вопрос в том, что мы не можем допустить проведения политических реформ и выборов до установления украинского контроля на неконтролируемом участке границы. То есть речь идет о попытке поменять последовательность Минских соглашений? Пунктов Минских. Так как Украина считает Минские соглашения, да. Мы считаем, что пока вопросы безопасности не будут урегулированы, пока у нас не будет не просто перемирия, а мира, до тех пор мы не можем позволить проводить выборы на неподконтрольных территориях, результаты которых мы признаем. В принципе, это ключевой вопрос, который давно уже обсуждается, и особенно остро сейчас, и в нормандском формате, и на любых двусторонних переговорах, и он является ключевым для российской стороны. Ну, мы видим, как Германия открыто поддерживает завершение строительства Северного потока-2. Об этом неоднозначно выразилась Ангела Меркель, выступая на парламентской ассамблее Совета Европы совсем недавно. Мы видим, что отношения Эммануэля Макрона довольно теплее с Путиным, чем с Владимиром Зеленским. Вот вас не настораживают партнеры из нормандского формата в этом вопросе? Естественно, что каждый лидер страны отстаивает свои национальные интересы. И просыпаясь утром, он думает, как сделать хорошо для своих граждан. Соответственно,
для Германии, как оказалось, более выгодным является достройка Северного потока-2, чем приверженность неким общеевропейским, общемировым гуманитарным и демократическим ценностям. И в этом можно их понять или желать, чтобы точно так же все наши политики отстаивали наши национальные интересы. А что касается позиции Франции, то во многом она обуславливается и президентскими выборами, которые состоятся в апреле 2022 года. Эммануэль Макрон, скорее всего, будет избираться, и поэтому он хочет, конечно, войти в выборы, как в том числе победитель на международном фронте. Но вот последний визит Зеленского в Париж, по моему мнению, был довольно успешным, потому что после этого, когда произошли четырехсторонние переговоры советника нормандского формата, то не произошло то, чего мы боялись, когда, скажем, трое участников, то есть все, кроме Украины, навязывали бы Украине определенную последовательность выполнения этих кластеров. Там произошло наоборот, и Россия была в одиночестве, а три остальных участника, Украина, Франция, Германия, убеждали Россию пойти на выполнение условий безопасности, отвести войска и лишь потом приступать к обсуждению политических вопросов. То есть все-таки Франция для нас не потеряна, как и Германия. Работать надо, и успехи есть и на этих направлениях. Как вам видится, вот что будет дальше? Сейчас мы видим активизацию в переговорных процессах. Сейчас начали говорить о возможной встрече Зеленского с Путиным. Мы видим, как выдвигаются кластеры. Леонид Кравчук сказал, что в рамках трехсторонней контактной группы принято некое историческое решение, о котором мы, возможно, узнаем завтра, 28 апреля, по прекращению огня и так далее. До этого мы видели стягивание российских войск к границам Украины, и серьезно обсуждался вопрос полномасштабного вторжения в Украину, после чего увидели отведение этих войск. Вот что происходит? Вот как вам видится, как дальше это будет все развиваться? Идет большая игра, идут большие торги. И мы бы, наверное, с удовольствием смотрели на это с политологической точки зрения, если бы это не касалось судеб нас всех, наших друзей, наших семей. А что будет дальше развиваться? Скорее всего, да, на уровне трехсторонней контактной группы примут некое решение о новом перемирии. И, кстати, прошлое перемирие было самым продолжительным за 7 лет войны. Оно продолжалось 7 месяцев фактически. И действительно, оно гораздо лучше. Плохой мир лучше, чем хорошая война. Это будет, я надеюсь, не только пасхальное перемирие, оно продлится еще дальше. Опять же, мы сможем заняться обсуждением других текущих вопросов, но не на фоне ежедневных обстрелов и потерь. Я не исключаю, что на уровне ТГГ примут некое новое соглашение об обмене удерживаемыми лицами. Это тоже правильно. Люди могли бы уже к Пасхе вернуться домой. Что же касается дальнейших переговоров и проекта кластеров, то быстрыми они не будут. И что касается встреч на уровне мировых лидеров, то ли нормандской четверки, то ли двусторонней встречи Зеленский-Путин, подобные встречи происходят лишь тогда, когда на рабочем уровне согласованы все документы. Когда у нас не будет общепринятого для всех сторон проекта кластеров, либо Минска-3, встречи лидеров не будет. Будут советники встречаться, рабочие группы, трехсторонняя контактная группа, но не встречи на наивысшем уровне. То есть встреча происходит, когда уже есть какие-то наработки, есть уже принятые какие-то решения, собираются лидеры и уже их утверждают, подписывают и так далее. Только в таком случае, правильно я вас поняла? Ну, естественно, потому что все лидеры хотят выглядеть победителями, они хотят ездить на успешные переговоры, а поехать, переругаться и выйти, не прощаясь, через разные двери. То есть средства массовой информации в каждой отдельной стране просто затопчут такого лидера, скажут, что ж ты ездил, не достиг соглашений. И поэтому где-то общепринятая дипломатическая практика, как минимум общее коммюнике должно быть согласовано до последней отмашки на личную встречу лидеров. Дякую вам дуже, пане Ігорю. Чохсагол, нас Ігор Попов був з нами на прямому зв'язку. Народний депутат України 8-го скликання, заступник голови Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції. Олександр Морозов, науковий співробітник Центру Бориса Немцова і вивчення Росії, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас, салям алейкум.
Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Президент США Байден предложил президенту России Путину провести личную встречу этим летом. Территориально это может произойти в Европе. Об этом американский глава заявил во время своего выступления несколько дней назад. А вот в России уже отреагировали. Там сказали, что встреча президентов может состояться в июне. Действительно, при этом конкретные сроки зависят от многих факторов, сообщил пресс-секретарь Путина Песков. Как вы думаете, такая встреча в ближайшей перспективе, в июне этого месяца, летом, она вероятна? Если да, то о чем могут говорить лидеры? Верно пишут многие, и в том числе российские эксперты, и эксперты в Центральной Европе, что для этой встречи нет повестки дня. Это фундаментальный момент, потому что отношения сложились уже на данный момент. И для того, чтобы встреча была, надо, чтобы возникла какая-то важная инициатива. Но нет такой инициативы сейчас ни со стороны Вашингтона, ни со стороны Москвы. Поэтому встреча может состояться, она будет небольшой, формальной, как была встреча, например, Путина с Трампом, после чего не произошло каких-то изменений в отношении между Москвой и Вашингтоном. Но надо сказать, что, тем не менее, для кремлевской пропаганды, если встреча состоится, это будет довольно питательно, потому что медиа в Москве могут писать что угодно об этой встрече, там, предполагать, догадываться, строить какие-то предположения в пользу Владимира Путина и его успеха. Вот примерно такая картина. То есть для России, в принципе, эта встреча была бы довольно выгодной? Да, безусловно, для Кремля любая встреча выгодна, поскольку все-таки Путин находится в изоляции, это несомненно так, и возможности его контактов ограничены, и сам он их ограничивает. Поэтому встреча имела бы значение. Ну, учитывая, что такую встречу предложил сам президент США Байден, и если России, как вы говорите, она действительно выгодна, значит, вероятность того, что она состоится в июне этого года, наиболее высока. Да, достаточно высока. Она может состояться совершенно точно во время европейского турне Байдена. Если Путин пойдет на то, чтобы приехать в одну из стран Европы, то такая встреча состоится. Но нужно посмотреть, до июня очень далеко. Дело в том, что Соединенные Штаты все-таки продолжают как бы вводить такие каскадные санкции, то есть разного рода шаги, я имею в виду, не просто санкции таковые, а новые шаги. Высылка дипломатов, дополнение каких-то санкционных списков персональных происходит непрерывно. И в течение 2 месяцев ситуация может настолько измениться, что никакая встреча будет невозможна. Ну вот тут и у многих действительно возник такой когнитивный диссонанс, когда, с одной стороны, Байден назвал Путина убийцей, потом сам ему позвонил, более того, предложил встретиться, и буквально через несколько дней, даже на следующий день, если я не ошибаюсь, Америка заявила о введении санкций против России. Вот как вы объясняете себе вот этот диссонанс? Видите ли вы его вообще? Нет, я не вижу здесь диссонанса, потому что американские эксперты и Госдепартамент, они, в общем, достаточно ясно объясняют стратегию, с которой действует Байден. Это такая двойная стратегия, то есть, с одной стороны, сдерживать, с другой стороны, так сказать, продолжать диалог по тем темам, которые представляют интерес для Вашингтона, в первую очередь. И это схема традиционная для американской дипломатии, для сильной американской дипломатии, я имею в виду. И поэтому можно легко предположить, что, скажем, Путин будет избегать встречи, если будет ясно, что важным пунктом встречи со стороны Вашингтона окажутся там права человека, например. Да? В такой ситуации Путину это невыгодно. Если Байден будет предлагать безобидный пакет каких-то разговоров, там, скажем, касающихся, может быть, там, изменений в международных организациях, в которых может и Россия участвовать тоже вместе со всеми остальными странами, тогда да. Но в этом смысле надо помнить, что давление Соединенных Штатов, оно в течение этого года ближайшего, оно не сократится, не понизится. Почему? Потому что ни одна проблема не решена, и со стороны Кремля не было никакого пока шага навстречу.
Байдену необходим какой-то шаг со стороны Кремля отчетливый, говорящий о том, что Москва готова к каким-то новым шагам. Тогда, разумеется, и Вашингтон сделает какой-то новый серьезный шаг. А пока этого нет просто. А как вы думаете, вот телефонный звонок Байдена, переговоры с Путиным, они были напрямую связаны с напряженностью ситуации у границ Украины, стягивание российских войск, милитаризация оккупированных территорий и так далее? Вы наверняка следили за российскими пропагандистскими СМИ, которые преподнесли это вот как некий страх Байдена перед Путиным, который вот сломался, испугался и вот решил взять и позвонить Путину на фоне всей накаленной обстановки. Нет, это, конечно, исключительно такая пропаганда и медиаосвещение, причем фантастическое совершенно, исключительно для российского медиапотребителя, который не очень понимает, что происходит. На самом деле одновременно происходил целый большой узел событий, то есть обострение на границе России и Украины. Это один фактор. Одновременно Навальный, который находился в центре мирового внимания, в том числе американского, плюс Беларусь и развитие ситуации с Беларусью, потому что сейчас до Вашингтона, конечно, доходит вместо какого-то обнадеживающего посыла со стороны Кремля, до Байдена доходит совершенно другое, что в Беларуси был якобы заговор с целью убийства Лукашенко, организованный из США, и при этом ФСБ, то есть Кремль и Путин, вместе с Лукашенко разоблачают этот заговор. Мы видим, что в последние 2 дня даже глава ФСБ, только что и там члены Совета Безопасности России всерьез говорят об этом заговоре, что он был, что это действительно возможно из США организовано. Это все совершенно не направлено ни на какой диалог, поэтому здесь большой комплекс. Байден позвонил просто по, так сказать, такой обычной стандартной линии поведения. И Трамп звонил в начале своего срока, и администрация Обамы начинала с шагов в направлении Кремля, потому что налаживание собственного трека коммуникации, оно очень важно для любой политики, любых стран, даже находящихся в условиях конфликта или глубокого взаимного непонимания. Ну и плюс ко всему мы сейчас видим такую взаимную высылку дипломатов, а точнее высылку российских ФСБшников с Европы и высылку европейских дипломатов с Россией. И не только. Такая дипломатическая война идет между Россией и США, в том числе. Вот как будет развиваться этот вектор? Нет ли у вас ощущения, что Россия уже примиряется с санкциями, с разрывом отношений с западными странами и готова опустить железный занавес? Это, безусловно, очень важная тема, потому что здесь имеется такой неостановимый ход событий. То есть сказать, что вот эти взаимные высылки и конфликт Кремля по периметру со всеми странами прекратится невозможно. А это значит, что изоляция будет усиливаться. Вот мы видим конфликт по всему периметру. Болгария, Румыния уже, так сказать, там все побережье Черного моря, это уже конфликтная зона для Кремля. Да? Европа, Евросоюз, структуры в Брюсселе, все это отвергается Кремлем. И последний конфликт с Чехией очень наглядный в этом смысле слова. Поэтому здесь не только не прекратятся эти высылки и эти, может быть, не обязательно высылки, но подобные им конфликтные ситуации. Тем более надо подчеркнуть, что Кремль очень сильно наследил в Европе после 2014 года, после аннексии Крыма. Во многих странах как бы за это время были такие враждебные токсичные действия. В Греции, в Болгарии. И это будет скрываться сейчас довольно активно, поскольку этот процесс начался, процесс такой публикации материалов. Поэтому все это очень болезненно приведет к тому, что Кремль заизолируется все плотнее и плотнее, список недружественных стран формируется, как известно у Кремля теперь. И последствия этого таковы будут, что придется очень сильно пересматривать мировой дипломатии вообще свои коммуникации с Кремлем. Как они должны строиться в условиях гораздо большей самоизоляции Кремля. Что делать с этим? Да? Какой язык найти для этого? Потому что
Россия, несмотря на аннексию 2014 года и явно, так сказать, агрессивные и недружественные действия в отношении соседних стран и Европы, она все равно оставалась в режиме старых коммуникаций в значительной степени. Меркель, Берлин, Париж все равно поддерживали коммуникации как бы на уровне затухания, но те же самые, как если бы существовало партнерство. Так вот, как будет формулироваться позиция этих стран и Евросоюза после того, как надо будет признать, что партнерства вообще больше не существует? Будет ли это отношение как к Ирану по этой модели, да? Или будет ли это отношение как, может быть, там, какой-то еще третьей стране, историю которой мы знаем? Это непростой вопрос. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсаглнус. Олександр Морозов був з нами на прямому зв'язку. Науковий співробітник Центру Бориса Немцова з вивчення Росії с Праги. Но я, к сожалению, вынуждена с вами попрощаться. Оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом АТР. Буквально через несколько секунд эфир телеканала продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. А далее в этой студии вас поприветствует мой коллега Айдер Муждабаев в программе «Прайм». Не переключайтесь. Увидимся завтра. Президент України Володимир Зеленський оглянув передові позиції на межі з окупованим Кримом. Оглянув бліндажі, окопи та систему укріплень, а також відвідав базовий табір Збройних сил поблизу селища Чаплинка та поспілкувався з військовими. Провів нараду щодо безпекової ситуації на адмінмежі з тимчасово окупованим півостровом в Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Одеській і Миколаївській областях. Служу українському народу. Бачимо наші позиції, перевіряємо оновленість з точки зору техніки наших бійців, наших бригад. Дуже важливо, як на передовій, так і в резерві. Бачимо стан нашої армії, стан наших військових, технічний і психологічний, що також дуже важливо. Один український воїн загинув, ще троє дістали поранення на Східному фронті. Їх авто підірвалося на невідомому вибуховому пристрої. Поранених бійців терміново ушпиталили. Вони в задовільному стані. Ще один воїн минулої доби дістав уламкове поранення поблизу Зайцевого на Донеччині. Там окупанти били з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Ворог гатив вздовж всієї лінії фронту з мінометів 82-го та 120-го калібру, гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру. Ворожі провокації українські захисники подавили вогнем у відповідь. А за даними розвідки, окупанти тренують свої артилерійські розрахунки, облаштовують хибні рубежі оборони та пересувають муляжі техніки. Зафіксовано і перекидання з Росії партії боєприпасів. Також окупанти продовжують всебічне забезпечення діяльності частин 1 та 2 армійських корпусів Збройних сил Російської Федерації. Зокрема, протягом минулого тижня через неконтрольовані ділянки державного кордону України з території Російської Федерації на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях переміщено понад 2,5 тисячі тонн пально-мастильних матеріалів. Автомобільною технікою доставлено боєприпаси різної номенклатури загальною вагою близько 30 тонн. Російський консул в Одесі став персоною нон-грата і повинен покинути Україну до 30 квітня. В МЗС заявили, що це крок у відповідь на видворення з Росії співробітника посольства України в Москві. В українському дипломатичному відомстві розцінили це як продовження антиукраїнської кампанії і черговий прояв ворожих дій. Мілітаризація Криму – це загроза не лише для України, а для всього людства. Таку думку висловив лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв, обговорюючи загрози для корінних народів під час війни. Серед таких він назвав стрімке заміщення населення, тих, хто був вимушений покинути Крим через загрозу репресій. За час окупації півострів покинули щонайменше 80 тисяч кримських татар, каже Джемілєв. Натомість загарбаний Крим заселяють прибульці з Росії.
Такое впечатление, что как будто бы России не хватает своей земли, это 17 миллионов квадратных километров, и они спешно стараются заселить вот захваченный полуостров. По официальной российской статистике, которая, как правило, лжет, конечно, они говорят, что переселили за 7 лет якобы 215 тысяч своих граждан. Но наши подсчеты как минимум показывают около 600 тысяч. Ну, варіюється від 600 тисяч до 1 мільйона. Ці та інші злочини окупаційної влади залишатимуться в порядку денному ООН. Про це заявив представник України в організації Сергій Кислиця. Він наголосив, що українці та кримські татари потерпають від порушення політичних, культурних та мовних прав. Ситуація з порушенням прав кримських татар свідчить про загальне різке погіршення ситуації на окупованому Росією Кримському півострові. Ми будемо зберігати пильність і тримати питання корінних народів України на порядку денному ООН. Це, звичайно, передбачає зняття незаконної заборони на діяльність меджлісу, накладеної російською окупаційною владою в Криму. Authorities in Crimea. В Алупці закривають останній дитячий садок. Фактично він не працює з червня минулого року, бо окупаційна влада вважає будівлю аварійною. Хоча за результатами експертизи тут цілком можна навчатися ще щонайменше 10 років. А поки малечу розганяють вчитися до Сімеїза, Кореїза та інших навколишніх селищ. Наших детей нигде не ждут. Вот в прошлом году уже на полгода садик закрыли. То есть детей пораскидывали по всем садикам. У нас соседи ездили в Коцевеле. Это на минуточку 45 минут на автобусе в одну сторону. Это во сколько должны встать дети и родители, чтобы поехать в Коцевеле? Это во-первых. Это просто надо мне бросать работу, чтобы возить куда-то ребенка. Чтобы я систематически каждый день не опаздывала с утра и не отпрашивалась раньше вечером. Найближче дитсадок в 5 кілометрах від Алупки. А для дітей це справжній стрес, жаліються батьки. Что будет с нашими детьми? Распихать их по группам, как в прошлом году? Разновозрастные группы были, с 3 до 6 лет. Как это? Взрослые дети, малышей обижали. Об образовании в такой группе не идет речь, потому что это невозможно организовать образовательный процесс в группе, где такие разновозрастные дети. Да и в принципе Второй момент. Да, они страдают, они плакали. Очень тяжело ребенку понять, что происходит, почему его не ведут к воспитательнице, к которой он вот только привык. Яка подальша доля Алупкинського садочка, невідомо. Окупаційна влада ігнорує запити місцевих жителів і вже рік обіцяє виділити ділянку для нової будівлі. Але люди в це не вірять. Мають підозру, що хтось накинув оком на вартісну землю південного узбережжя. У нас на южном берегу все ведется к тому, чтобы все развалить, разрушить. И, очень почему-то ничего не делалось многие годы, и все идет к тому, что просто его признают аварийным, выставят на торги, купят какое-нибудь частное лицо и построят гостиницу. В окупованому Сімферополі вийшли з ладу відразу 59 ліфтів. Невідомі вкрали пружини, які служать для безпеки руху. Швидко полагодити їх не вийде. В окупованому Криму таких пружин немає. Їх на силу знайшли в російській Казані. Що це диверсія або крадіжка, тепер з'ясовують окупаційні поліціянти. Тих, хто одужав, знову більше, ніж нових інфікованих. 7915 нових пацієнтів з COVID-19 виявили в Україні минулої доби. Одужали при цьому 17391 людина. Ще 432 померли внаслідок хвороби. Найбільше нових пацієнтів на Одещині, Донеччині, Полтавщині, Запоріжжі та в Києві. Столиця, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, буде наступним містом, яке вийде з червоної відразу до жовтої зони епіднебезпеки. Це означає пом'якшення карантину. До того ж, за словами міністра Степанова, третя хвиля коронавірусу йде на спад. В порівнянні минулого і позаминулого тижня
Кількість захворівших зменшилась з майже 92 тисяч до 77 тисяч. Також кількість госпіталізованих людей за тиждень в порівнянні з позаминулим тижнем зменшилась на майже 3400 осіб. Все це говорить, ці цифри, перш за все, говорять про те, що ситуація стабілізується. А окупаційна влада Криму нарахувала 122 нові випадки COVID-19. Ще 5 людей померли внаслідок хвороби. Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны и Украины темы и беседуем с наиболее интересными собеседниками. Сегодня у нас будет очень интересный гость. Возможно, вы, конечно же, о нем слышали, но я, честно говоря, впервые буду общаться с ним в прямом эфире, поэтому мне, может быть, интереснее всего сегодняшний эфир. У нас в гостях на связи из Соединенных Штатов Америки Юрий Швец, бывший советский еще разведчик, сотрудник КГБ, который бежал в Соединенные Штаты и давно уже живет в Соединенных Штатах, является политическим аналитиком, человеком, который много говорит на темы, на разные. Он уроженец Херсона, то есть он украинец, и ему не чуждо и то, что у нас происходит, и то, что он наблюдает в путинской России, и вообще в мире, и в Соединенных Штатах. Поэтому, я думаю, будет очень интересно. Я рекомендую вам, если возникать, начнут у вас вопросы, звонить по телефону, который есть на экране, или по скайпу, или по телефону, или по вайберу. Вот вы видите все, да, и задавать свои вопросы уважаемому Юрию. А сейчас мы будем лично с ним знакомиться. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер всем зрителям, слушателям. Я хотел бы для начала некоторую правку внести в вашу, так сказать, презентацию. Крались несколько неточностей. Ну, во-первых, я никуда не бежал. Я родился в Украине, но не в Херсоне, а в Харькове. Все мои предки до 5-го колена, как я мог проследить, все они были украинцами. Присягал я Советскому Союзу, работал в Соединенные Штаты, вернулся в Советский Союз и уехал потом, эмигрировал в Соединенные Штаты через 2 года после того, как Советского Союза уже не стало. Я никогда не был гражданином Российской Федерации нынешней. Даже паспорта у меня никогда не было российского. Уехал я по советскому паспорту. Ну, вот так. Теперь готов ответить Юрий, на все ваши беру на себя, как опытный журналист, я беру на себя ответственность за ошибки и приношу вам извинения. Но для пояснения просто скажу, что это все украинская Википедия, так такую информацию дает, и про Херсон, а не Харьков, да? Тут написано, что вы родились 16 травня 52 року в Херсоне, а не в Харькове. И год тоже неправильный, год 53-й. Отлично. В общем, у меня есть знакомые в украинской Википедии, я обязательно им сообщу о том, что надо поправить, потому что это брали с Википедии. Вот, ну, тем интереснее будет беседа, раз мы уже начали вскрывать, так сказать, факты. Вот, по-моему, ваш прогноз, если мне память не изменяет, сбылся как раз по вот этой путинской эскалации около границ с Украиной, с вашей родной. И Путин, вот мы видим, отводит войска, и вроде как это действительно так и происходит. Что происходит сейчас, почему вы так прогнозировали, и что будет делать Путин дальше, потому что, наверное, от своих намерений относительно Украины, ну, у него нет никакого резона отказываться. Да, согласен. Почему я прогнозировал? Ну, кстати, о прогнозе. Значит, 11 апреля, выступая в одном из каналов на YouTube, который транслируется в Украину и в Россию, я сказал, что отвод российских войск от украинских границ начнется
состоится с 21 по 28 апреля. Но если учитывать, что 21 апреля на восточном побережье США, начиная с 5 вечера, это уже 22 апреля в Украине, то фактически прогноз сбылся день в день. Почему я так считал? Ну, может, покажется неожиданностью для жителей Украины, Крыма. Но я считаю, что многие внешнеполитические мероприятия, которые проводит Кремль, испокон веков, не только сейчас, но еще и при Советском Союзе, они в основе своей имеют прежде всего внутреннюю подоплеку. Эта внутренняя подоплека – это вот борьба за власть под ковром. Она выплескивается наружу, и они, в общем-то, верхушка этой власти использует нагнетание внешней напряженности для того, чтобы напугать, так сказать, своих коллег по власти и получить более надежные, значит, более высокие должности, получить больше денег из бюджета и так далее. Я вот наблюдал процесс крушения Советского Союза как бы изнутри. То есть я это все сам видел и прошел. И вопреки, вот есть много мнений, почему рухнул Советский Союз, я вот твердо убежден, потому что я это лично видел, он рухнул из-за вот этой подковерной борьбы во власть. Тогда, в конце 70-х годов, Брежнев уже был совсем плох, и за наследство его боролись две фракции. Одна фракция – это председатель КГБ Андропов, плюс министр обороны Устинов, а другая – это все остальные, ну, во главе с министром внутренних дел Щелковым. И фракция КГБ плюс Министерство обороны для усиления своих позиций, чтобы стать, один из них стал наследником Брежнева, решили напугать всех остальных. Для этого они развернули ракеты СС-20 в западных районах Советского Союза, включая Украину. Поднялся невероятный шум. Американцы свои ракеты в ответ развернули. И началась борьба, гонка вооружений, которая в конце концов погубила Советский Союз. И тогда, когда пошло разворачивание ракет, все хватались за голову, весь мир стоял на ушах, пытались найти стратегические обоснования, зачем, к чему это все. И никто понятия не имел, что в основе этого все подковерная борьба в Кремле. И у меня такое устоявшееся впечатление, что нечто подобное происходит сейчас. То есть Путин, он плох. Он уже плох ментально, он плох физически. И сейчас развернулась борьба за то, что будет уже фактически после Путина. Он фактически уже отстранен от геополитических решений, основных геополитических вопросов, которыми он занимался в предыдущие 15 лет и которые приписаны ему по Конституции. Основная группа наследников, вернее, группа, которую я называю заговорщиками, некоторые называют это мобилизационная группа, которые хотят прийти ему на смену, это группа высших руководителей спецслужб, прежде всего ФСБ, во главе с Патрушевым, секретарем Совета Безопасности. И Путин, вот как я сказал, он в последнее время в значительной степени терял свои полномочия шаг за шагом. То есть и он переключился на решение каких-то внутренних бытовых проблем, как в Советском Союзе в Политбюро. Кого надо было убрать, его ставили на сельское хозяйство, зная, что он там наверняка провалится. Так и Путин. И, в общем-то, он оказался в весьма таком сложном и опасном положении. Затем, что происходит? Потом Путин отправляется с Шойгу в тайгу, они оттуда возвращаются, и начинается вот это нагнетание, передвижение войск там и так далее. Вы тоже это связываете, да? Да, то есть это было в основе своей, как я это вижу, передвижение этих войск, это была демонстрация Путина плюс примкнувшего к нему Шойгу, второму клану ФСБ плюс Патрушеву, о том, что армия за Путина. То есть сейчас сложилась вот после вот этих всех маневров сложилась такая картина. Путин и Шойгу, и с ними армия. Там ФСБ, ну, может быть, еще какие-то спецслужбы, я не знаю, Росгвардия, я даже не знаю, где она находится. То есть ФСБ и Патрушев. То есть это как Жуков против Берии когда-то, что ли? Совершенно верно, совершенно верно. Вот нечто подобное. Но
об этом же не скажешь всему миру, что я двигаю войска, чтобы продемонстрировать это Патрушеву. А здесь Украина. И вот они начинают, значит, используя Украину для того, чтобы разыграть прежде всего свою партию. Ну и, безусловно, и Украине кое-что показать. Значит, обратите внимание, как происходила переброска этих войск. Она происходила демонстративно. Для того, чтобы начать войну, как многие считают, очередной эскалации, так сказать, нападение полномасштабное на Украину, все-таки необходима стратегический обман, стратегическая внезапность. Они же как в оперете все это, как в водевиле все это делали днем. Даже не накрывали свою технику, которую по железной дороге перебрасывали, даже не накрывали ее этими самыми защитами, какими-то маскировочными покрывалами. Я помню, где-то год назад в Ростовской области посадили женщину за то, что она сняла на видео. Да, было такое, да. В YouTube. Вы помните, да? Да. Здесь же появляются десятки изображений переброски этой техники в YouTube, и никакого шума и так далее. То есть вот эта нарочитость, она и сподвигла вас сказать, что войны не будет реальной, да? Вот это то, что демонстративность. Безусловно, они даже англичан, вы помните, они даже англичан пригласили из Sky News, запустили эту команду с камерами в один из лагерей, которые они развернули в Воронежской области для того, чтобы все это показать. Ну, это понятно, что это не для реальных боевых действий. Вот из этого я сделал вывод, что это все опереточное, так сказать, нагнетание напряженности. Ну, а потом, когда его заканчивать? А заканчивать его, понятно, для меня ясно, что они должны были это закончить до мая месяца, до начала мая, потому что здесь начинается учение НАТО, и одним из важнейших театров этих учений будет в том числе акватория Черного моря, и Украина является участником этих учений. То есть до начала этих учений россияне должны были убраться. Но я так понял. это произошло. А возможно, об этом говорили как раз Байден с Путиным, да? Что типа завершаю эту демонстрацию, давай. Ну, я не знаю, говорил ли ему о том, что он должен... То есть для меня это было ясно еще, о том, что они так или иначе уберут даже без этого телефонного разговора. С моей точки зрения, зря, конечно, Байден позвонил Путину. Но Байден все-таки президент. А почему зря? Поясните, сравнил... Юрий, это интересно. Почему зря? Ну, потому что, понимаете, это наглость. То, что делают вот эти гопники в Кремле, это в значительной степени наглость. Я их лучше понимаю природу этих гопников, потому что в свое время некоторых из них я знал, видел, я знал тех людей, которые... Ну вы же Путина лично знаете? Путина лично знаете вы? Нет, я их лично не знаю, потому что я с ним учился не в одном классе, а на одном, так сказать, потоке. Но Путин в то время, он был никем, и звали его никак. Вернее, как, его звали сослуживцы, у него было два погоняла. Бледная моль и окурок. Вот так он был известен людям, которые вместе с ним близко общались. Это по совокупности его личных и деловых качеств. И вопреки общепринятому мифу, который порожден был кремлевской пропагандой, он никогда не работал в разведке. Вот он закончил этот краснознаменный институт, это то, что сейчас называется Академия внешней разведки. И его не взяли по причине профессиональной непригодности. Его вернули обратно в Ленинград, где он в основном работал по 5-й линии. То есть это вот они гоняли в Украине националистов так называемых, вербовали сексотов внутри страны, выдумали фейковые дела на невинных советских граждан. А в ГДР он ездил туда по линии особого отдела. Третье управление КГБ СССР, это особое дело. Скажите, Юрий, вот вы говорите, что Патрушев это реально человек, который, ну, амбиции имеет какие-то, да, и вокруг него кто-то есть. Но, наверное, если вы это знаете или догадываетесь об этом, ну, наверное, Путин тоже может знать и догадываться. При этом Патрушев он не берет с собой в тайгу, а берет Шойгу, как вы верно заметили, да?
Так а что ему мешает? А что ему мешает, имея такую как бы фюрерскую мощь и поддержку близкого круга такого силовиков, что мешает арестовать того же Патрушева? Каким-то образом его нейтрализовать, да? Что он ждет-то тогда? То есть это такой Павел I, который ждет покушения на себя. Ну да. Ну, где логика? Да. Я опять-таки рассказывал в одном из предыдущих своих интервью в украинской и российской сфере YouTube. Вот этот альянс между Путиным и Шойгу, он сложился вот буквально сейчас. В процессе поездки этих товарищей в тайгу. А до этого Путин, он как бы завис, вы понимаете. Я следил за этим делом. Я даже где-то 3 достаточно подробных аналитических материала опубликовал. Кстати, в украинском ресурсе, в обозревателе, где я буквально по пунктам вот дал ответы на все эти вопросы. То есть до вот этого альянса Шойгу Путин, он как бы внезапно оказался один против вот этой махины спецслужб. И он оказался в реально опасной ситуации. То есть он как бы боролся за выживание, причем в реальном смысле этого слова. Вот я очень подозреваю, ну как подозреваю, все это основано на тех разведпризнаках, которых я обучен видеть и которые я понимаю. Вот тот факт, что он находится в изоляции, для меня в значительной степени это объясняет, что он реально боится, что он станет жертвой того же новичка или того же Полония. То есть человек реально боится за свою жизнь. У него нет силы. Вот сейчас сложился такой... Вот до альянса с Патрушевым Путин оказался более слабой стороной. Вот в этом дуализме власти. Сейчас сложилось какое-то равновесие. То есть Путин, он может положиться, у него есть люди, которые окружают его в бункере и не дают возможность противнику проникнуть в этот бункер и уничтожить, как Павла I, да? Но у него, судя по всему, нет силы и возможности уволить того же Патрушева. Кстати, я говорил в своих интервью, что если бы я был Путиным, я бы взял бы его, уволил бы. Но у него хватило сил уволить только человека Патрушева в руководстве ФСБ. Был такой генерал Смирнов, это первый заместитель Бортникова. Вот он его смог уволить. Правда, того возраст уже был предельный. А больше у него пока возможностей нет. Но это очень хрупкое сейчас равновесие между двумя кланами, и как-то оно должно разрешиться. Юрий, то есть вы считаете, что в случае каких-то сдвигов, ну, по непонятным нам причинам в российской вот этой такой, ну, немножко параноидальной имперской власти, наследником потенциальным упавшей короны может стать отнюдь не Навальный, как многие тут думают, там, а Патрушев? Да, я вообще с прискорбием должен сообщить, что на Навального у меня самые малые надежды. А почему, Юрий? Интересно. Ну, давайте трезво глядя на ситуацию. Несистемная оппозиция, она разбита фактически. Я не вижу там лидера, который мог бы мобилизовать массы недовольных, а в России их масса абсолютно. Но нет такой фигуры, которая могла бы это сделать. Вот русскому народу на роль лидера нужен такой, как вот какой-то кондовый мужик типа Ельцина. Вот тот был, да, который может водки выпить, там, 2 бутылки водки за один присест, да, может пописать на взлетной полосе самолета, на шасси этого самолета, да. Ну, вот такой. А Юрий, а почему вот в русской истории вот, разные говорили, лысый, там, волосатый меняется, а вот мне кажется, что пьющий и не пьющий меняется. Вот с чем это связано? Я просто помню, когда Ельцин вот то, что вы говорите, делал, а потом сказали, ну нам нужен не пьющий теперь, и вот не пьющего выбрали. Вот он до сих пор не пьет, вот до сего момента. Сейчас бы хотели бы, лучше бы он пил бы, да, чем он да, конечно, лучше, да. как он это делает. Ну,
то есть нам нужна золотая середина, а как-то все это не получается с золотой серединой. То одно, то другое, да? Как это основная проблема России, то одно, то другое, да? Смотрите, хотел про Трампа спросить. Вы же там близко находитесь. Какой ваш прогноз политического будущего Трампа? Потому что вот я, когда нечем гордиться, начинаешь заниматься самоцитированием. И я вот без всяких данных каких-то вот я вот читал, что вы про это говорили, да, но я этого знать не знал про Трампа. Это вы, наверное, в книгах своих написали, которых вот в последнее время 2 книги, я знаю, вы написали. Если хотите, тоже о них расскажите. Вот, но я просто, я эстетически, я понял, что Трамп его человек. И я написал об этом еще в июле или в июне 2016 года до выборов. Я сказал, что это вот для Путина это самые главные соревнования, не какие-то олимпиады с мочой, это все, он плюнул на это дело. Нет и нет, да. Именно главная его олимпиада была 16-й год выбора, и он хотел в этот раз повторить успех, да. Так вот, согласны ли вы с тем, что вот русские ставили на Трампа на 2-й срок, и каковы возможности для Трампа возвращения в большую политику? Да. Ну, с моим участием книга вышла буквально 2 месяца назад. Она была бестселлером долгое время. Нью-Йорк Таймс, Wall Street Journal. На Амазоне по некоторым разделам она вообще на первом месте была несколько недель. Книга о том, что Трамп фактически является агентом российских спецслужб. И его разработка и вербовка проходила еще с середины 70-х годов. Это не значит, что россияне, что его избрание в 2016 году это был результат целенаправленной операции. Так случилось. Он использовался до этого в основном для отмывания денег российскими спецслужбами и людьми, которые были связаны с российскими спецслужбами. А потом вот так вот оказалось, что этот человек стал президентом Соединенных Штатов, и, естественно, Кремль был в эйфории. Но Кремль совершил колоссальную глупость. Вообще, я помню, когда я только пришел в американский отдел на работу в начале 80-х, мой начальник, который до этого уже проработал в Америке не менее 8 лет, он мне сказал, говорит, что у нас есть возможность повлиять на исход американских выборов, но этого мы делать не будем. Я удивился, почему? Он говорит, потому что если мы будем вмешиваться, это вмешательство должно быть, операция должна быть идеальной. Ее нельзя провалить, потому что если американцы заметят, что мы вмешались, то мы будем иметь катастрофические последствия. Вот так это и случилось. Вмешивались в 2016 году, как медведь в посудной лавке. Там только не оставили табличку. Это сделал Ваня точно. Руда и Петя из ФСБ. Вот единственное, что не сделали. Остальное все следы оставили. И в результате Трамп всем стало понятно, что он работает на Кремль. И начался его импичмент. И ему осталось отбрехиваться 4 года, сколько он находился у власти, что он не русский агент. Поэтому он не мог быть им настолько полезен, насколько он был бы, если бы... То есть такой фальстарт произошел такой. Абсолютно, и русские с самого начала. Да, русские же, когда его выбрали, я помню, там на ушах стояли там все просто. Да, они ему, так сказать, дурную службу сыграли, наверное, в этом смысле. Абсолютно. То есть они провалили агента, который был завербован комитетом. Кстати, занимался его разработкой мой отдел. Только я работал в Вашингтонской резидентуре, а это занималась Нью-Йоркская резидентура, но это был первый американский отдел. Очень хотели его на 2-й срок. Зачем? Вот расскажите, цели какие вот программные, да. Ну, все-таки лучше наш, чем не наш. То есть он, как мы уже с вами обсудили, он не мог быть на 100% полезен Кремлю, но он был полезен в том смысле, что Конгресс принимал новые и новые санкционные законы против России, а Трамп в значительной степени не давал полностью эти законы применить. То он их тормозил и подвешивал их все и так далее. Но и все-таки была какая-то надежда, что, может, он сможет изменить ситуацию, как-то там развернуть, стать более полезным. И в 2020 году хотели его попробовать переизбрать на 2-й срок. Кстати, большую роль должна была сыграть Украина. Да, потому что я напомню, конечно, в 2016 году
в 2016 году. Как они это сделали? Они хакнули серверы Демократической партии, набрали там компромат, а потом через своего агента Wikileaks и Ассанжа они это все выбросили на аудиторию, на американскую аудиторию. Так вот, в 2020 году на последних выборах роль Wikileaks должна была сыграть Украина. Вернее, не Украина, а инициативная группа в Думе во главе с Андреем Деркачевым. Верховной Раде. Они должны да. были... А? Верховной Раде, да. Пардон, да, конечно, Верховной Раде. Они должны были стать вот этим Wikileaks'ом в выборах 2020 года. Только на этот раз американцы заранее узнали об этом и объявили этих людей, поставили их на санкции, и весь этот план провалился. А так, да, очень хотели. А скажите, раз вы уже задели вопрос российской агентуры в Украине, кого вы еще или какие круги могут быть агентурными кругами России в Украине современной? Знаете, я очень глубоко погружен в этот вопрос, и очень давно. И знаю их масса. То есть я должен с прискорбием сказать, что так называемая политическая, да и деловая элита Украины в значительной степени пронизана агентурой российских спецслужб. Причем значительная их часть – это еще та агентура, которая была завербована Комитетом государственной безопасности, бог знает когда. Ну и новые, естественно. И это одна из самых главных проблем и безопасности национальной Украины, и одна из главных проблем ее будущего. Потому что никакого будущего у Украины как независимого процветающего государства, независимого от России, не может быть, пока эта агентура не будет вычищена из органов власти страны. Тут невозможно поспорить с вами, и не нужно, это все очевидно. Просто когда, знаете, у нас такая тут контроверсийная жизнь, у нас вот представители, грубо говоря, правящего клана, да, но не клан, это понятно, что там есть офис президента, есть там Верховная Рада, есть правительство и так далее, когда один человек, поставленный Зеленским в правительстве, говорит, что мы никогда не дадим воду в Крым, и президент уже сказал. И одновременно выходит представитель, советник офиса президента Украины, его же офиса, и говорит, мы должны дать воду в Крым. И когда такое, я не знаю, как такое слушают американцы, и как, может быть, американский госдеп это воспринимает, но я не понимаю, как такое, в принципе, может быть при монобольшинстве, при моно, ну все, вы понимаете, да, то есть тут это же нет такой конкуренции, как раньше. Вот вы, в общем-то, одни практически, да, и даже вы одни, вы даете совершенно противоположные месседжи. Как это Запад, как воспринимать, я не знаю просто. Ну, видите, я еще могу отнести вот то, что происходит такое в этой администрации Зеленского, я могу это отнести еще на неопытность и отсутствие опыта работы просто бюрократической структуры. То есть люди просто не понимают, если вы выходите уже на публику с каким-то анонсом какого-то решения, то вы должны разобраться внутри команды сначала, а потом уже... Юрий, ну смотрите, какая неопытность. Вот просто простой пример. Вот Зеленский назначает Ермака главой ОП. Это его личное назначение, это же не государственная структура, да, это же не конституционная структура. Назначает Андрея Ермака. Андрей Ермак берет себе сам добровольно советника, да, Сергея Куницына, бывшего там главу правительства Крыма. И этот по цепочке назначенный Зеленским, значит, чиновник, советник точнее, он вот такую идею на всю страну оглашает. Перед этим Зеленский раз 8 сказал, что не будет никакой воды до деоккупации. Скажите, вот такой опытный аппаратчик, как Куницын, может такую самодеятельность учудить просто? Вот так встать и сказать? Думаю, что нет. Ну, вернее, я не знаю Куницына, но я понимаю, вы назвали фамилию Ермака. Об этом для меня это о многом говорит, потому что Ермак, он чуть-чуть не завел Украину и вот эту администрацию в пропасть с тем, что он делал. То есть Ермак – это один из людей, он непосредственно работал с Руди Джулиани, который сейчас находится под следствием в Соединенных Штатах Америки по поводу его связей с российскими спецслужбами. И тем, что он вытворял, пытаясь подменить собой Госдепартамент. Так вот, Ермак был в непосредственном контакте с Джулиани, и они работали над тем, чтобы
администрация Зеленского открыла и широко анонсировала это открытие уголовное дело на Байдена и его сына. Более того, речь шла не только там о Байдене и сыне, речь шла о том, что Демократическая партия Соединенных Штатов в целом вместе с фондом Темплтон якобы ограбили Украину на 10 миллиардов долларов. А почему этого не случилось, Юрий? Почему этого не случилось? Ведь Ермак и был, и остается. Как бы, что помешало? Если вы говорите, что Ермак хотел так сделать. Да потому что это была часть. Вот я до этого, буквально несколько минут до этого, я бы сказал, что операция российских спецслужб в 2020 году состояла в том, чтобы через Украину превратить в Украину Wikileaks, как было, что делал Wikileaks в 2016 году. Вот часть этой операции, это была группа Деркача в Верховной Раде, которая должна была российский компромат выбросить ближе к выборам. А вторая часть – это усилия Ермака по раскручиванию и возбуждению вот этого уголовного дела. Это вторая часть одной и той же операции. И вот выходит буквально несколько месяцев назад доклад разведывательного сообщества Соединенных Штатов Америки, где описывается, в частности, эта операция, где Андрей Деркач называется агентом, зафиксированным агентом российских спецслужб. Так? Вот зафиксируем этот момент. Американцы установили для себя все 17 разведывательных агентств США, что он агент российских спецслужб. Дальше. Украина хочет установить стратегические отношения с Соединенными Штатами. Если не НАТО, то хотя бы заключить договор как стратегический партнер США. Логично, абсолютно логично, конечно. США возьмет на себя обязанность защищать Украину в случае нападения России. Такие договора имеют Соединенные Штаты с Тайванем, с Южной Кореей, с Коста-Рикой, Австралией и так далее. Но для того, чтобы заключить такое соглашение, две страны, два правительства должны доверять друг другу. Абсолютно американцы доверять. должны доверять администрации Зеленского и наоборот. На это смотрит администрация США. Они установили, что Деркач является агентом российских спецслужб и опубликовали это. Господин Деркач по-прежнему остается директором стратегического предприятия Украины «Энергоатом». То есть агент Москвы по версии США, по убеждению американцев, является руководителем стратегического предприятия в Украине. Да даже то, что он просто на свободе. Даже то, что он просто на свободе, да. Ну, бог с ним. Бог с ним со свободой. Ну, какой черт он разглядывает стратегическое предприятие? Второй. То же самое. Ермак, он был частью этой операции совместно с этим самым, с Деркачем. Второй, так сказать, компонент этой операции. И он глава администрации президента Украины. Но какие вопросы национальной безопасности, скажем, Совет национальной безопасности США может решать с Советом национальной безопасности Украины, подозревая, что это через 5 минут станет известно в Москве, в ФСБ или в Кремле там, или в российском СВР. То есть, понимаете, вот во всех этих проблемах должна быть какая-то система с общим знаменателем. Не может быть такого, что вот здесь мы с вами стратегические отношения устанавливаем, да, которые требуют доверия, а здесь, мы как-то ладно, вы считаете, что он плохой человек, а он хороший. Не, я мысль вашу услышал, но это такое неразрешимое противоречие, потому что вот давайте прокомментируйте желание Зеленского, и он дал поручение Ермаку, это же официальный релиз, подготовить встречу с Путиным. Я тут в версиях теряюсь. Это самодеятельность нашего правительства, офиса президента, либо согласовано с Соединенными Штатами. Если это не согласовано с Соединенными Штатами, то тогда о каком доверии дальше может идти речь, если такие попытки предпринимаются в обход господина Байдена? Вот какая ваша версия? У меня окончательной версии нет, я не знаю. Да. Моя версия такова, что эту встречу надо отменять и даже подготовку к этой отменять, потому что эта встреча станет позором президента Зеленского. Ему устроили такую встречу, как в свое время ханы Золотой Орды принимали князей из Московского царства, которые ползут к ним на колени и потом целуют сапог. Это будет унижение, это будет целый спектакль унижения президента Украины. Украина – жертва агрессора. И тут вот президент жертва агрессора едет
к агрессору и чего? Он там Но требовать не что-то факт, что в будет. Москву. Я не думаю, что Зеленский Москву имеет в виду. Париж, Да. Париж, Да, окей, все равно в Париж. Но это будет разговор ничего, это все равно это будет унижение. Начнется с того, что он будет долго ждать, пока президент Путин приедет. Это как обычно. Не исключено, да? Вот, да. и пойдет дальше. Я не думаю, что это согласовано с американской администрацией. Это, возможно, согласовано с Парижем и послан какой-то сигнал Германии. Но ни та, ни другая страна не даст гарантии о том, что эта встреча пройдет успешно для Украины. То есть президенту Зеленскому, Украине она не даст ничего. Президенту Зеленскому ничего, кроме унижения. Ну и плюсы. Уж будьте уверены, что в Кремле все это дело обставят так, что, ну вот видите, мы же вам показали всему миру. С ними невозможно ни о чем разговаривать. Да, я тоже так считаю. Вот, абсолютно, я вас не знал до этого момента, но мысли совершенно одинаковые, потому что здесь сумма рисков значительно превышает даже гипотетическую выгоду, потому что единственное, о чем они могут договориться с Путиным, гипотетически опять, это какой-нибудь обмен, потому что ни о Донбассе, ни о Крыме, он уже сказал, о Крыме я вообще не говорю, о Донбассе говорите с лидерами республик, а о чем тогда? Об искусстве с ним разговаривать? Я тут честно вот так, да? Но в том-то и дело. Конечно. Но еще вопрос. История с вагнеровцами. Вот то, что все ждут Христа Грезева и Беллинкет, разоблачение и так далее. Насколько вы в курсе этой истории и какая ваша версия? Было, не было, что было, как, почему, при чем участии? Глубоко я в эту историю не погружался, но несколько сторон, которые были близки к этому, я выслушал. У меня впечатление такое. Если бы эта операция совершилась, она бы вошла в книги истории мировых спецслужб, как одна из самых дерзких, успешных и блестящих операций. То есть она бы показала, что Украина має талант. І не тільки співати, но и проводить грандиозные спецоперации. Непонятки для меня в этом деле начинаются с самого начала. Ну вот смотрите, значит, информация об этой операции должна была быть под грифом абсолютной важности, то есть это высший гриф секретности. При Сталине такой, значит, грифом обладали файлы самой ценной агентуры НКВД за рубежом. И я помню, когда я обучался в Академии внешней разведки, один из преподавателей рассказывал нам историю, которую знал, поскольку тогда еще сам работал. Однажды всесильный Берия захотел зайти, значит, в комнату, где хранились вот эти файлы на самую секретную агентуру. Вход ему преграждал сержант. Он стоял там на страже. И Берия хотел пройти туда и познакомиться с делами. Сержант его не пустил. Берия опешил от такой наглости. Он меня спросил сержанта: ты знаешь, что это такое? Знаю, товарищ Берия. Ты знаешь, что я могу с тобой сделать? Знаю, товарищ Берия, но не положено, не пущу. И не пустил. И Берия сказал: молодец, молодец. Мне непонятно, вот по всем протоколам бюрократическим и по правилам обращения секретной информации доклад по этой операции должны были сделать президенту Зеленскому лично, без всяких сопровождающих лиц. Там не должно было быть ни главы его администрации, ни заместителей, никаких секретарш. Абсолютно. Я вам больше скажу. Начиная с Хрущева, вот Хрущеву докладывали информацию, из которых можно было понять, кто источник. И вот Хрущев однажды захотел похвастаться перед Кеннеди своей осведомленностью и рассказал информацию, по которой американцы вычислили, кто агент. Это был нелегал. И арестовали. Да, была такая история, была такая, да. С тех пор даже высшему руководителю Советского Союза не называли имена и детали важных операций. То есть президента Зеленского, поскольку часть операции должна была проходить в Украине, должны были поставить в известность, но исключительно с глазу на глаз. А если президент Зеленский взял бы на себя ответственность кому-то там посоветоваться с Ермаком или с какой-то секретаршей, то это было бы нарушение закона со стороны президента Зеленского. Ну вот
в результате того, чтобы не было соблюдены вот эти элементарные, существующие десятилетия правила общения с важной разведкой информации, вот и получилось, что она выплеснулась наружу. Для меня это не вызывает сомнения, что произошла утечка. И таким образом, вместо того, чтобы войти в историю как блестящая операция, одна из лучших в истории спецслужб, это войдет в историю как пример какого-то непонятного идиотизма, когда спецусилия спецслужб нескольких стран мира, значит, координация друг с другом, и вот привели к такому печальному и жалкому провалу. Вы употребили слово «доверие», но оно вообще ключевое в международной политике. Понятно, что до конца никто никому не доверяет, да? Но все-таки люди предпочитают дополнительных рисков на себя не брать. Если они, грубо говоря, думают, что где-то есть дырка вот в этой сфере, да, вокруг президента Зеленского, ну, конечно, там, наверное, сложнее вести речь о каких-то новотехнологических вооружениях самых последних, о чем-то еще там и так далее. Это весь спектр охватывает. Да, если нет полного доверия, это проблемы по всему периметру, от экономики там до всего. Вот. Что нужно Украине, на ваш взгляд, из Америки, для того, чтобы доверие было полным, поскольку без полного или почти полного доверия противостоять России и стать союзником Соединенных Штатов — это единственный, самый короткий путь без натовской бюрократии, да, это невозможно. Вот что делать нашим властям? Абсолютно невозможно. Мы возвращаемся к тому, с чего я начал. Пока так называемая правящая элита не будет вычищена от агентуры российских спецслужб, у Украины нет никаких перспектив стать независимым государством и независимым процветающим государством. Что нужно сделать? Я опять-таки с прискорбием наблюдаю, что каждый новый президент Украины становится менее компетентный, чем предыдущий. Украине наконец-то нужна компетентная власть. Мы говорим не просто честная, да, не просто патриотическая, она еще должна быть компетентной. То есть, не может старший лейтенант запаса возглавлять службу безопасности Украины. Не может быть такого по определению. Я когда услышал все, для меня судьба СБУ на следующие 4 года стала совершенно ясной. Да? Как не может начальник охраны президента быть назначен министром обороны в то время, когда идет самая активная фаза военных действий против агрессора. Я имею в виду назначение президентом Порошенко, начальника своей охраны, министром обороны. То есть должны компетентные люди, они есть в Украине, я их знаю по именам, да? Должны быть назначены на соответствующие должности, и они знают эту агентуру, и они ее зачистят. Под зачисткой я не имею в виду, что их нужно расстрелять, там, в концлагерь отправить, но их нужно отстранить элементарно от власти, где они наносят колоссальный удар государству, понимаете, и лишают его будущего. Просто пусть они уедут, пусть они занимаются бизнесом, чем они реально и занимаются. Пусть они уедут в Россию, там, куда-нибудь еще, но они не должны занимать ключевые должности, связанные с национальной безопасностью страны. Ну, тут невозможно не согласиться. Спасибо, что это рассказали. У нас еще остается примерно 6 минут. И я бы хотел поговорить с вами о деятельности, на международный уровень выйти. И поговорить о деятельности так называемых российских спецслужб на Западе. Это вот такая... Что это, на ваш взгляд? Все-таки успешная диверсионная деятельность, раз им все-таки удалось убежать всем и так далее? Или же это медведь в посудной лавке, который нашкодил, в итоге все известно? И какие последствия могут быть от такой, ну, по сути, государственной террористической деятельности в европейских странах российских спецслужб? Это даже не просто медведь. Я вот смотрю на то, что они делают. Я просто в шоке. Я нашел разумное обоснование всему этому. Понимаете, в 90-е годы произошел крах, катастрофический крах спецслужб в России в том числе. Потому что денег не было, зарплаты не платили,
все, у кого были мозги и кто мог что-то сделать сам по себе, прокормить семью, все ушли. Остались люди с 3-го, 4-го, 5-го эшелона. Эти люди сейчас генералы. Да? Они набрали такие же, как они. Вот посмотрите, ты Мишкин, там, Чипига и так далее. Это же просто кошмар, это же ужас. Дальше. Я помню, когда молодой еще только находился в Академии внешней разведки. Нас учили. Ребята, у вас есть 2 оружия. Первое – мозги, второе – ручка. Тогда компьютеров еще не было. Значит, при помощи этой ручки вы пишете аналитическую информацию, которая генерируется вашим мозгом. Все. Да, были, вот занимались мокрыми делами при Сталине, но это все, это прошло, какой режим был. Сейчас этого всего нету, как нам говорили. Нам говорили, что там, где начинается убийство, там заканчивается интеллект. И вот что произошло. Краткий ответ вам. Вова Путин, который, как я вам рассказал, его не взяли на работу по причине профнепригодности. Он сейчас самый главный там. Он взял таких-то, Патрушев. Патрушев такой же. Если бы осталось время, я бы рассказал, кто такой Патрушев и так далее. То есть у них интеллекта нету, и они решают проблемы. Нет человека, нет проблемы. Причем, как они это делают, тоже понятно. Это какая-то организация Шариковых, которая проводит соответствующие операции. И пришло время, кстати, вот вопрос о признании России государством-спонсором или государством терроризмом, он стоит на повестке дня. И это одно из тех, что есть в запасе у Байдена для то есть, по сути, Юрий, разговора с Кремлем. По сути, Юрий, они же подставили своего фюрера. При этом за это еще и получили Героев России. Это вообще сюр какой-то, да. Нет, а я вам объясню, с их точки зрения это имеет смысл. Почему? Потому что, ФСБ, она прогнившая организация, просто прогнившая. Это коррумпированная, совершенная организация по зарабатыванию бабла. Путину нужна была его собственная опричнина. И вот он ее таким образом создавал. Он брал людей из черт знает откуда. Да, черт знает откуда. В Москву. Убьешь этого, получаешь квартиру в Москве 120 метров. Пожалуйста, еще и полковника. Взорвешь склад в Чехии, получаешь квартиру в центре и еще лампасы генерала. Вот таким образом, значит, идея в этом и состояла. В результате они получили то, что получили. Да. Они, да, совершенно верно, они провалили себя, они провалили этого фюрера, потому что там, где заканчивается, вернее, где начинаются вот эти убийства, заканчивается интеллект. Но смотрите, у меня давнее мое убеждение состоит в том, что в нашем современном мире, во многом таком, зажравшемся, таком, потерявшем бдительность, я не вижу более серьезного борца с Россией, чем сам Путин. Потому что все, что он делает, да, это как раз в итоге к нему возвращается рикошетом, санкциями там, новыми и так далее. То есть фактически многие хотели бы в Европе, например, с ним подружиться, да, и толерировать все это дело. Так он сам не дает. В случае с Чехией это просто классика. Уж самая толерантная сторона к России была. Да, совершенно верно. Я абсолютно 100% разделяю это мнение давно. Я всегда говорю, что каждый лишний день пребывания Путина у власти – это очередной гвоздь, вбитый в крышку гроба страны. То есть мы с вами присутствуем в закате целой цивилизации. Или антицивилизации. Да. Или антицивилизация, потому что я считаю, опять-таки, одна из моих мыслей состоит в том, что наверное, есть что-то, высший разум, да, который что производит. Так вот, если высший разум создавал Россию, он ее наверняка создавал как пример другим, как не надо жить. Вот значит, да, Юрий, есть высший разум, а есть высший маразм, например. Это, наверное, тоже как Бог и дьявол, что-то такое, да. И у нас буквально 2 минуты остается. Все-таки решиться, по-вашему, по определению его психотипа, как вы его видите? Я же его не знаю, даже приблизительно о нем ничего не слышал. Способен он развязать ядерную войну? Нет, я сейчас задаю этот вопрос. Одна из старейших активных мероприятий, то есть дезинформационных месседжей, которые из Кремля через спецслужбы вбрасываются во весь мир, это то, что вот там сидят люди, которые озабочены какими-то грандиозными мессианскими идеями. Держите меня семеро, да? Вот это. Совершенно верно. Это гопники. И главное в них это
это деньги. И понты, это чистый и понты барыш, еще, который... Да, и понты. И все это, но они же не могут это откровенно демонстрировать. Все это они прикрывают вот своими якобы мессианскими идеями. О чем вы говорите? Вы помните, Маркс писал, когда пролетариат пойдет на войну, когда нечего терять, кроме цепей. У этого 24 дворца, каждый стоит за миллиард. Какая красная кнопка? О чем вы говорите? А когда же он жить будет в этих дворцах? Я понял вас. Можно жить спокойно. Юрий, На кнопку он не нажмет. мне очень понравилось с вами разговаривать, и даже 50 минут оказалось Да, мало. Поэтому по мере событий в Соединенных Штатах, в Украине и в Русском Рейхе я буду просить вас выйти на связь, и мы так подробно, методично все будем обозревать. Я очень доволен нашим сегодняшним разговором. Я уверен, что зрители тоже. Благодарим Юрия Швеца, который с нами Спасибо был за сегодня. внимание, за приглашение. Да, Буду вас встретить дякую еще. вам. Ну вот видите, какие вот украинский человек в эфире крымско-татарского телеканала на всю Украину, на весь мир, из Америки. Мир глобален. Вот, и телеканал АТР тоже глобален, и мы благодарим всех, кто поддерживает нас со всех точек земного шара через Patreon. Подписывайтесь на наш аккаунт в Патреоне. Это просто дело святое, и даже небольшая, но регулярная, любая регулярная помощь, она помогает биться сердцу нашего канала, вот, который бьется у меня за спиной, и только благодаря вам мы существуем. Я уверен, что будем существовать благодаря нашей солидарности, благодаря поддержке наших западных друзей, благодаря патриотам Украины, благодаря всем людям чести и доброй воли. И, конечно же, русский рейх будет разрушен, а телеканал АТР будет жив и будет биться дальше за правду и против оккупантов. Всего вам доброго, смотрите АТР. Украина президенті Володимир Зеленский ishg'ol etilgan Qrim yanında olgan Ukraina harbiylari pozitsiyalarini ziyorat etdi. Blindaj, okop ve mudofaa bekituvlarini o'g'rinib, Chaplinka ko'yi yanında yerleşken Ukraina harbiy quvvetlarining bazasına barib, harbiylar ile suhbatlashdi. Ishg'ol etilgan Qrim sing'irina yaqin olgan Xerson, Zaporojye, Donetsk, Odessa ve Nikolaev viloyatlarida teleko'zchilik bilan bog'liq vaziyat bo'yicha mushoira kechirgan. Бачимо наші позиції, перевіряємо оновленість з точки зору техніки наших бійців, наших бригад. Дуже важливо, як на передовій, так і в резерві. Бачимо стан нашої армії, стан наших військових, технічний і психологічний, що також дуже важливо. Jebede bir Ukraina harbiyi ilak oldu uçu yaralandı. Harbiler ketken araba belli olmagan şey üstüne basıp geçken son patlagan. Yaralangan askerlerini derhal gospitalga yetkizgenler. Ularning алы qanotlendirici. Keçken kun devamında da bir Ukraina askeri Donetsk yo'nalishindagi Zaytseva ko'yi yanındagi pozitsiyalarda yaralangan. Anda ishg'olchilar granata atıcı ve buyuk kalibrli qurshun atıcı tertibatlarini qo'llangan. Dushman provokatsiyalarini Ukraina askerlari qarshi ateş açıp to'xtatgan. İstihbaratning ma'lumotiga ko'ra, ishg'olchilar artilleriya tertibatlari ile idmonlarni kechirdi. Bundan beraber Rossiyadan silah keltirilgani de qayd etilgan. Також окупанти продовжують всебічне забезпечення діяльності частин 1 та 2 армійських корпусів Збройних сил Російської Федерації. Зокрема, протягом минулого тижня через неконтрольовані ділянки державного кордону України з території Російської Федерації на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях переміщено понад 2,5 тисячі тонн пально-мастильних матеріалів. Автомобільною технікою доставлено боєприпаси різної номенклатури загальною вагою близько 30 тонн. Ishg'ol etilgan Qrim askariylashtirivi tek Ukraina uchun degildi, butun insoniyatlikka tilaka keltirdi. Buni Qrim tatar xalqining lideri Mustafa Jemilov jang davomida tamir xalqlarga nisbatan olgan tilakalar mavzusuna bag'ishlangan muzokarada aytdi. Boshqa altında yarmadani terk etmaga majbur olgan tamir xalq temsilchilari yerine Rossiyadan insonlar keltirilib yerlashtirilgani buyuk tilaka deydi.
Такое впечатление, что как будто бы России не хватает своей земли, это 17 миллионов квадратных километров, и они спешно стараются заселить захваченный полуостров. По официальной российской статистике, которая, как правило, лжет, конечно, они говорят, что переселили за 7 лет якобы 215 тысяч своих граждан. Но наши подсчеты как минимум показывают около 600 тысяч. Но варьируется от 600 тысяч до 1 миллиона. Ишгалжилер акимиеті япқан бұл ведігер жинайетлер Бірлешкен Миллетлерінің күн тәртібінде қалажақ. Бұны Украинаның даими темсілжісі Сергей Кислиц айтты. Украинлер ве Қырым татарларынан сияси медени ве тіл ақлары бозылғаны аққында хатırlatты. Ситуація з порушенням прав кримських татар свідчить про загальне різке погіршення ситуації на окупованому Росією Кримському півострові. Ми будемо зберігати пильність і тримати питання корінних народів України на порядку денному ООН. Це, звичайно, передбачає зняття незаконної заборони на діяльність Меджлісу, накладеної російською окупаційною владою в Криму. Authorities in Crimea. Бір кішілік пикет дегілде митинг. Ишгалжилерінің Құрман район махкемесі 17 елға махкем етілген сияси мабус Рустем Эмирусиинов ве 13 елға махкем етілген Арсен Абхаировның аналарына қаршы тізілген мемори протоколларны бақы башлады. Зелиха Абхаирова ве Зори Эмирусиинова да кечкен сен октябрінің 31-де оғылларына Русияның Женеве арби махкемесі үкім шығармасы арфесінде балам террорист дегіл кібі язылы плакатларнен наразылық кечірген еділер. Полиция келіп протокол тізген еді, оларны пикет дегілде қанунсыз митинг кечірділер деп қабатлайлар. Эти одиночные пикеты были болезненной эмоциональной реакцией матерей политзаключенных на те сроки, которые тогда запросил прокурор для крымско-татарских политзаключенных в Ростове-на-Дону. И все, что они хотели, это выразить свое отношение, свое несогласие с обвинениями в адрес их сыновей и привлечь внимание общественности, потому что, к сожалению, у людей в Крыму не осталось других инструментов добиться справедливости, кроме как выйти на одиночный пикет. Бойынша Невбетеки махкеме отырышы майысынан 21-де кечірілмелі. Айны қабатлав бойынша сияси мабус Ескендер Абдулганиевның анасы Эмине Абдулганиева тақып етілмекте. Ода оғылына үкім шығарылмастан evvel бір кішілік наразылыққа шыққан еді. Алупкада олған сонки бала бақчасы қапатыла. О ресми шекілде кечкен сене июнь айындан берілі çalışмай, чүнки бина санки қазайы алды. Ама экспертиза хулясасына көре бина қайвеве ең азындан да 10 ел қоланыла біле. Шымдылек анабабалар балларына семьи, скорииз ве чевре четті олған көйлерге ташымаға мечбур. Наших детей нигде не ждут. Вот в прошлом году уже на полгода садик закрыли. То есть детей пораскидывали по всем садикам. У нас соседи ездили в Коцевели. Это на минуточку 45 минут на автобусе в одну сторону. Это во сколько должны встать дети и родители, чтобы поехать в Коцевели? Это во-первых. Это просто надо мне бросать работу, чтобы возить куда-то ребенка. Чтобы я систематически каждый день не опаздывала с утра и не отпрашивалась раньше вечером. Ең якын бала бақчасы Алупкадан 5 километр месафеде ерлеші. О қадар ұзақ ел балалар үшін стресс дей ана бабалар. Что будет с нашими детьми? Распихать их по группам, как в прошлом году? Разновозрастные группы были, с 3 до 6 лет. Как это? Взрослые дети, малышей обижали. Об образовании в такой группе не идет речь, потому что это невозможно организовать образовательный процесс в группе, где такие разновозрастные дети. Да и в принципе Второй дети страдают. Да, они страдают, они плакали. Очень тяжело ребенку понять, что происходит, почему его не ведут к воспитательнице, к которой он вот только привык. Алупкадаки бала бақчасынан кележек тағдыры белледе кел. Ишгалжилер акимиеті ерлі сәкенлерінің суаллеріне жауап бермей ве бір елдан берлі яңа бала бақчасы құрылмасы үшін топырақ дамартысыны айырмаға ишандыра. Сәкенлер бұна инанмай, оларының фікіріне көре, бірев Қырымнан Женебе ялысындаки топыраққа костық кен.
У нас на южном берегу все ведется к тому, чтобы все развалить, разрушить. И, очень почему-то ничего не делалось многие годы, и все идет к тому, что просто его признают аварийным, выставят на торги, купят какое-нибудь частное лицо и построят гостиницу. Ахмеджетте бірден 59 лифт çalışмай қалған. Белі олмаған инсанлар лифт әрекетінің телекөслігі үшін қызмет еткен зембереклеріні, яғни пружиналарыны қырсызлаған. Енді бұл лифтлеріні тез вақты тәмірлеп оламайлар. Ижғал етілген Қырымда бөле зембереклер жоқ екен. Оларыны зар зорнен қазандан сымарлығанлар. Бұл диверсия яда ади жинайет олғанына ижғалжылерінің ұқу қорujылары белгілемек керек. Түзілгенлерінің сайысы яңа хасталанғанларының сайысындан артты. Кечкен күн девамында Украина бойынша 7915 яңа коронавирус хастасы белгіленді. 17 эвел хасталанған инсан түзелген. 432 инсан хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Яңа хасталарының ең чоқ сайысы Одесса, Донецк, Полтава, Запорожье вилаятлері ве Киев шерінде. Сағлық назирі Максим Степанов айтқанына көре, Киевде карантин сыңғырланулары йымшатылacak. Коронавирусның 3-ші далғасы екселмекте. Порівняння минулого і позаминулого тижня кількість захворівших зменшилась з майже 92 тисяч до 77 тисяч. Також кількість госпіталізованих людей за тиждень в порівнянні з позаминулим тижнем зменшилась на майже 3400 осіб. Все це говорить, ці цифри, перш за все, говорять про те, що ситуація стабілізується.